Здравствуйте, уважаемые зрители. Отпишитесь, как меня видно, слышно. Видно, слышно, отлично. Хорошо. Хорошо. Так, друзья, лайки попрошу сразу всех. И сейчас будем общаться о серьезных вещах. Мгм. Ніяк не можу зрозуміти для Зеленського і його оточення, крім зупинки постачання зброї з Європи і США, є якийсь стоп-інструмент, на якомусь моменті почнуть наше життя рахувати. Ну, Зеленский хотя бы удосужился сделать в последнее время заявлений несколько нормальных. В частности, одно из них это про то, что мы не начинаем контрнаступление сейчас, потому что нам жизни солдат ценны. Хотя бы сказал об этом вслух. Какой у тебя MacBook Pro? Нове освітлення у вас, картинка стала краще. Нет, чуть меньше свет поставил, но это так, в виде эксперимента. Ірпінь, Тернопіль і всіх вітаю. Київ, Польша. Он сказал, что уже почти готовы к контру. Да, да, все так. Друзья, ставим лайки. С чего, пока подключаются люди, с чего хочу начать? Такую интересную историю, несколько интересных историй вам рассказать. Смотрите, записал подкаст с Себастьяновичем, с Доротичем, с Балашовым. И после эфира с Балашовым возбудилось движение SafeOp. Я не понимаю, почему, честно вам говорю. Балашов их там опять немножко об это самое в моем эфире. Я сказал, что я знаю, я это говорю, потому что я знаю, что они сейчас смотрят. Я сказал, что я знаю людей, которые, очень многих, которые ходили на митинги SafeOp по зову, скажем так, души и сердца за справедливость, не за бабки. Так, дальше. Я сказал, что меня тоже использовала русская пропаганда у Соловьева, но я при этом ненавижу все, что связано с рашизмом. И тем более их пропаганду и Путина. И это все знают. Э, Напагал Сайфоп, как будто бы я там сидел и подливал масло в огонь или как-то нелицеприятно высказывался об их движении. Это я не понимаю. Это, мне кажется, еще раз просто указывает на то, что они не понимают, что нужно объединяться, во-первых, сейчас. Я хочу вам пояснить, что такое для меня объединение. Вот с Балашовым были разногласия? Или я, например, считал Себастьяновича, что он слишком мягок и конформист, хотя последние его эфиры, особенно на одном из каналов, который я просто не хочу рекламировать, скажу, только там ведущий Фельдман сидел, к нему я нормально, сам канал не хочу рекламировать. Значит, и Себастьянович там говорил мега правильные вещи и очень смело. Супер. Доротич, там, допустим, у нас с ним какие-то там несогласия, вот он там говорил, что надо госпредприятие все равно, я против, и по каким-то точечным моментам, ну, сейчас же я не собираюсь об этом спорить. Мы по одну сторону баррикад, то есть все, ну, как это назвать, лидеры каких-то движений, да, или партий, в случае с Балашовым, они понимают, что наш враг госаппарат большой и чиновники. Все, для меня этого достаточно. Вот этот забор, где он проходит. Тут мы. Дай бог, чтобы вы когда-то увидели ситуацию, где условный Балашов, Себастьянович и Доротич втроем стоят, спорят, а давай, как Себастьянович говорит, налог 1% на транзакцию, а Балашов нет, давай 5 с транзакции. Я говорю налог с продаж, Доротич свою версию говорит, допустим. Надо до этого дожить. Для того, чтобы это реализовать или хотя бы понимать, что это как-то реально, нужно объединиться сейчас. Вот и все. Поэтому я искренне не понял этот, жест вообще. Ну да ладно. Во всяком случае, с Доротичем я это обсудил. Нет, не менял камеру, говорят, супер качество. Очень странно, друзья. Интересно. Самому интересно, что так. Канада, привет. В то же время, после эфира с Балашовым я получил очень много хороших, отзывов,
даже от предпринимателей киевских, которые лично к Балашову не очень хорошо относятся. Они говорят: конструктив, конструктив. Это то, что нам сейчас всем нужно. Нет, батл за Ротичева не будет, смысл, я же говорю, нет, я сейчас считаю, нужно всем объединиться. Вот такие вот дела. И совсем другой разговор, когда появляются люди типа, как вот это с Беларуси, Романчук, да, допустим, к нему хорошо, я так понимаю, относится Доротич, а я плохо отношусь. Потому что этот человек в Беларуси поддерживал Лукашенко, потом что-то переигралось, он смылся, как и Подоляк, от, от того режима, пришел сюда и начинает мне рассказывать про налоги, но при этом на ремарку, что Подоляк это великий мыслитель, топ-интеллектуал в Украине. Это мне напоминает Кухаря, например, и иже с ними, которые берут, критикуют власть, когда они находятся не при деле, потом власть говорит: на тебе 100 тысяч долларов, напиши мне программу экономических реформ, но никто это выполнять не будет. Уже власть хорошая. То есть возьмите меня на работу, возьмите меня на работу, это не то пальто. В этом и принципиальность момента состоит. А я знаю, что и Доротич, и Балашов, и Себастьянович хотят добра и в одну сторону баррикад. Вот для меня этого достаточно сейчас. Да, вообще качество, чтобы поднять, в настройках разрешения выставьте 1080 и будет счастье. Главное, что вы меня хорошо слышите. Что скажете по поводу общения ГУР с Пригожиным? А они общаются? Я не знаю об этом просто. Лайки, друзья, ставим лайки, не забывайте, пожалуйста. Ты написал заголовки в Евровидении. Да, вчера я в телеграм-канале написал, типа, что включил Евровидение, смотрю, а смотрите вы. Очень много дизлайков, очень многие люди возмутились. Я же понимаю контекст. И вы заметили, что как только она началась, начали бомбить и Тернополь, в частности, откуда вот эта группа творчая. Это тоже все не случайно. Это он понимал, что для украинцев сейчас любое вот такое представление на международной арене это важно. И, конечно же, он под это бомбил. Поэтому Путин бомбил под Евровидение. Ну, это 100%. Такую агрессию в сторону самого конкурса я не знаю. Чего, людей? Так, сейчас. Это, наверное, смотрит, это я прочитал. Куча новых спонсоров. Всем большое спасибо. Ага, это опять некий Фрел появился и дарит спонсорство. Кто это такой? Я вам благодарен. Я не видел от вас даже комментариев. Вы дарите подписчикам спонсорство. Это какой-то, наверное, анонимный. Вот Вандерер, спасибо большое. Нажал супер спасибо. Какие-то есть люди, которые, видимо, хотят анонимными остаться. Сторонники. Я благодарен и всем спонсорам канала благодарен. И сейчас деньги особо потребуются, потому что есть планы. Так, Денис, добрый день. Пересматривал на днях ваши стримы, старые видео. В одном из них вы сказали, мне есть что сказать молодежи. Вам не кажется, что стоит начинать привлекать к борьбе с системой молодежь? Для молодежи я хочу работать, и особенно для молодых предпринимателей. И сейчас соберется чуть больше зрителей, я скажу кое-что. Но я не хочу, прививать им, смысл молодежи прививать как бы борьбу с системой. Я должен им просто рассказать, я, во-первых, сам еще себя к относительной молодежи отношу. Я должен просто рассказать, где черное, где белое, как все обстоит на самом деле. И все. Для тех, кому это надо. А так, чтобы их подбуривать на что-то, я не хочу. Интервью Залужного та Комарова дивились? Нет. Почему? Потому что к Залужному, вы знаете, хорошо отношусь, а Комаров, я не могу его смотреть. Я не люблю, когда приспосабливаются. Денис, здравствуйте. Что скажете касаемо сотрудничества немецкой компании по производству оружия с Укроборонпромом? Знают ли немцы, что оно будет разворовано, для чего заключена эта сделка? Не знаю, для чего заключена эта сделка. Вы прекрасно, если вы, тем более вы спонсор канала, вы прекрасно знаете, в моей программе реформ есть отдельный пункт про реформу ЗСУ. И на этой неделе, я думаю, я запишу подкаст с профессионалом по этой теме, в том числе, вернее, по этой теме. И вам будет интересно, реалистично ли реализовать то, что я говорю, и вообще говорю ли я правильно или полную чепуху. Потому что есть такие, которые думают и так. Так. У Хамарова хороший тільки свит на виворіт. Ну, возможно. Денис, Лукашенко скоро умрет или не стоит этого ждать? Вы понимаете, он негодяй. Но я не хочу жить в ожидании, что случится с Путиным или с Лукашенко. Меня интересует Украина, и меня интересуют реформы здесь и сейчас. И раз вы уж спросили, я хочу
сказать вам важную вещь. Потому что мне разные слухи приходят, и оказывается, в офисе президента есть люди, которые понимают меня, а есть те, которые подливают дровишек в огонь, абсолютно не понимая. Смотрите, Зеленский завтра не президент, и для меня он закончился. Пусть у него будет хоть 5 миллиардов долларов, и он будет топ-олигархом Украины или самым успешным комиком в мире, для меня в этом нет никакой проблемы. Я не отношусь к этому, как у меня есть как бы понятия определенные, по которым я живу. А эти люди, и Ермак в том числе, они ставят так свое нахождение на должностях и свою жизнь, у них клинит в голове, как будто бы там, типа, враг номер один, враг номер два, черный список, с кем надо разобраться. А зачем? Я просто такого не понимаю. Это как в бизнесе. Пришел конкурент, давай конкурировать профессионально. Ты меня выдавил, я ушел с этого рынка. Я тебя выдавил, ты ушел с этого рынка. Какое-то все такое личное переводит. У меня в чем здесь личное? В том, что я 15 февраля думаю о бизнесе, как развиваться, и чуть ли не сделал огромные там проплаты, и куча людей планируют что-то, у кого-то я рассказывал со здоровьем что-то, какие-то планы. Они, зная, не предупреждают людей, рассказывая, чтобы не было паники. Так паника была сумасшедшая 24-го, но я не хочу повторяться в сотый раз. Вот, собственно, и все. То есть завтра вне политики, а дальше пусть уже правоохранители занимаются своими делами. И не надо политизировать должности типа главы СБУ. Вот и все. И я дам вам анонс. Я выпущу на следующей неделе видео. Оно просто будет длительное. Вот оказывается, есть человек, который внедрял похожие реформы у себя в стране, которые я вам предлагаю. Причем я не знал, что он такой реформатор, но знал, кто это. А мне вот Олег Притула прислал материал и куча параллелей. Я вам подготовлю видео. Пока не буду раскрывать карты, про какую страну речь. Но это будет 100% интересно. Ну, вы видите, кстати, говоря, вот там 1300 человек на стриме, видите, как конструктивные видео заметно меньше стали набирать. Вот в этом есть соль общества, насколько сложное то дело, которым я здесь занимаюсь. Наезжаешь, 100 тысяч просмотров, 150, 200, 300, даже 500. Говоришь конструктив, вот так надо, вот смотрите, как это вот конструктивно, вообще по факту. Все, 20-30 тысяч. А потом еще: "А что ж ты позитив мало даешь?" Вот позитив. На самом деле, это вот чё я хочу с психологами поговорить. Это не люди не позитива хотят. Они хотят: "Скажи мне такое, чтобы я либо галочку поставил, либо просто там что-то взял себе на вооружение, типа: я за Петю, я за Юлю". Все, думать я не хочу. Ты мне дай рецепт очень короткий, состоящий из одной фамилии. Почему никого не интересует идеология? Ну, мало кого, вернее, вот нас с вами. Надо сесть, одного послушать, второго послушать, третьего почитать, походить, подумать об этом. Это зачем напрягаться? Ты мне скажи, Петя, Юля, Вова и еще там кто-то. Вот такие дела. Поэтому очень четко, даже я вначале это не определил. Не позитив, а простые решения и полное снятие ответственности. Не хотели бы провести интервью с Денисом Елисеевичем. А кому это вы пишете? Тут кто-то есть, кто я не знаю в эфире? Так, все любят срач смотреть. Ну, это нормально, все хотят шоу, как бы это нормально. Но я даю и шоу, я даю и конструктив, сейчас больше конструктива. И видите, и подкаст добавил, и еще интересные вещи планируются. Я вам даже больше скажу. У меня записан один материал, фу, ну, на 1 000 000 просмотров точно. Я вам о нем писал. Но я подумал и предложил этому человеку, что мы должны немножко выход отложить в связи с контрнаступлением грядущим. Потому что я все-таки не хочу навредить Украине каким-либо образом. Это будет нехорошо выглядеть. Поэтому в нужный момент вы это увидите. Позови Чаплыгу и будет шоу. Мне с Чаплыгой нужен модератор и предмет разговора. Вот и все. А так он мне не интересен. Кто это такой вообще? Да, Фрел, спасибо большое еще раз. Кто хочет самостоятельно стать спонсором канала, в закрепленном комментарии ссылка. Юлю готовят на предвыборную кампанию. Друзья, такие люди, как Юля, они, в принципе, без политики жить не могут. Вы должны это понимать. Поэтому сколько будет жива Юля, столько она будет в политике в той или иной ипостаси.
Денис, как избежать поглощения укрпредприятий иностранцами с целью ликвидации рынка в свою пользу? Например, как это было с немцами и польским судостроительным заводом. Странная у вас логика. Приватизировать нужно все. А дальше антимонопольный комитет под управлением американцев. И когда я говорю американцев, это не значит, что какая-то администрация, на тот момент, кто будет президентом США, должна нам что-то делать. Американцам это граждане США. Люди, которые дорожат репутацией, у которых есть опыт, и вы их берете на работу. Вот и все, потому что они не коррумпированы. Выборы в Турции начались, да. И пока все результаты, которые оттуда идут, меня не радуют, потому что я против Эрдогана. Уже последняя стадия. Я увидел, что он детям раздает деньги. Как бы когда ты даешь бабки людям, которые не голосуют, не считается по закону подкупом. И стоит пожилой человек и раздает детям бабки. Это такое, знаете, фу, даже не знаю. Это понятно, что это мусульмане, они в своей культуре, но, блин, это выглядит очень жалко. Это же, это, по-моему, последняя стадия. Вот я вижу такой же роли Лукашенко, Путина. И Аваков тоже ждет, как и Юля. Они сейчас ждут, чтобы весь негатив упал на Зеленского, чтобы они грызлись с Петей, а те как бы якобы незапятнанные войдут в нужный момент. Еще даю один анонс. Смотрите, на следующей неделе я выпущу, я думаю, еще видео или стрим. Мне дали сегодня сумасшедший инсайт про ближайшее будущее. Сейчас я подожду, чтобы проверить информацию. Я выдам вам, нереальные новости, нереальные. Я говорю, я подумаю, стрим или видео сделать. Про Доротича уже говорил, потом мотнете в начало. Добрый день, вы видели совместное видео Доротича Себастьянович? Я видел, что оно вышло, но у меня стрим, я не смог, не успел посмотреть. Посмотрю. Инсайт, наоборот, позитивный, ну, как для меня. Так, привет, Стали, тоже привет. Нереальная новость в плохом, в хорошем, в хорошем. Что вы думаете, если Залужный будет участвовать в предвыборной гонке? Поддерживаете? Я буду поддерживать Залужного или не поддерживать как политика тогда, когда я узнаю его взгляды на жизнь. Как военный, мне он нравится, но политика это совершенно другое. Если Залужный завтра выйдет с пониманием того, что нужно делать, и скажет примерно то же, что сказал я в своем пакете реформ, я его поддержу. Ну, такие, все очень просто. Но если Залужный останется военным, то для настоящих реформ необходима будет помощь армии. И я вам это сказал в пакете реформ, одним пунктом, который все так прошли мимо, будто бы это не важно. На самом деле в нем весь ключ. И частично об этом будет видео про опыт другой страны, которое я анонсировал. Жду с нетерпением подкаст с Гарри Табахом. Будет. Гарри дал свое добро на это. На прошлой неделе связывались. Почему вы заблокировали человека в Телеграме? В чем плюсы рыночной экономики, как для рабочих? Потому что контекст, в котором задается вопрос, я, кстати, не за это заблокировал. Там было, вы знаете, как делаете? Вы выдергиваете то, что вам выгодно, а остальное как будто бы не было. Поэтому я вам отвечать не буду. Так, Зеленский заявил, что осенью парламентских выборов не будет. Вот дождитесь мой инсайт. Про Трампа сегодня будет, вернее, его интервью вел он себя эгоцентрично, и ложь через слово ужас была шокирована. А я нет. А я нет. Так, для чека. Подождите. ВВП України в 1,5 рази менше, ніж капітал Ілона Маска, пишут. Денис, интересно узнать, каким вы видите собственные СМИ. Это будет канал на Ютубе. Начинать нужно с канала на Ютубе, но я не хочу говорить подробности на широкую аудиторию. Для этого я добавлю кнопку членства в моем клубе, назовем это так. Там у нас будут с вами стримы, в которых я вас буду включать по видео. Ненадолго, на минут 10, чтобы все успели, кто хочет. И я вам буду и лично отвечать, и рассказывать про наши планы. Это нельзя делать на открытую аудиторию. Я думаю, вы понимаете, почему. Денис, если читали, как относитесь к книге Балашова «Как стать авантюристом», хорошая книга. Я не скажу, что я много прочитал книг предпринимательских. Я это не люблю делать, потому что я люблю, надо дело делать, а не читать. Но Балашов было интересно, потому что это украинская книга, а не зарубежная.
И это, наверное, единственная книга, которая написана настоящим предпринимателем про настоящее предпринимательство. Нравится это кому-то или нет, там, личности. Если мы отбрасываем все остальные моменты, я вам говорю просто как есть. Понимаете, когда тот, кто занимается предпринимательством в рынке, слушает другого, вот у меня есть товарищ, он говорит, я там тебя слушаю, там Себастьяновича, еще кого-то, и я внутреннюю сатисфакцию, как будто бы это я говорю. Вот я точно такие же ощущения испытывал, например, когда не вещал, а слушал кого-то. Например, когда тот же Балашов к Шустеру приходил, я чувствовал сатисфакцию. Он говорит правильные вещи, те, которые бы я говорил во многом. Или еще кого-то. Поэтому, конечно. И да, я хочу сказать, что, например, Доротич собирал такие немыслимые митинги, там десятки тысяч людей. Это круто. Поэтому я считаю, что все должны быть вместе, по одну сторону баррикад. Если мы что-то делаем. Если мы ничего не делаем, тогда не надо воду как бы вообще, да, мутить. Приспосабливаться к системе и все. Кстати, многие это успешно делают. Так а что вы от людей хотите? Почему обижаться, если вас просят разобраться в этой каше? Почему бы не сказать, вы все должны немного разбираться в ситуации в стране, и дальше будет видно, ща кого голос. А, за кого голос, наверное, имели в виду. Я вас не совсем понял, о чем вы. Я много о чем говорю, вы уточните, к чему вы это. Из-за чего вы заблокировали? Друзья, сейчас идет стрим. Если вас что-то не устраивает, вы не слушаете, вы отписываетесь, и это нормально. У меня есть люди, которые по 3 раза отписывались и подписывались. Я нормально к этому отношусь. Денис, вы теоретически видите себя в партии предпринимателей Доротича при идентичной идеологии? А с чего вы вообще это взяли? Во-первых, у Доротича пока нет партии. Денис, привет. Трамп знает про твою підтримку агитацию? Не знаю. Денис, страна, в которой привели такие же реформы, которые предлагаете, не Ирландия случайно? Нет. Давайте не будем забегать наперед, все скоро увидите. Так, Денис, здравствуйте. На заставке видео к ПВО. К чему это намек? Это не намек, и вы видели название, что не жизнь, а поле чудес. Я сейчас хочу вам попытаться объяснить, что я имею в виду. И это тоже будет касаться Зеленского. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайки. Видите, что случилось с Ютубом? 1500 зрителей. Вот вам и все. Я хочу вам объяснить. Значит, смотрите, представьте, что речь идет не о стране, а о, допустим, жилом доме, в котором есть консьерж, который отвечает за безопасность, за порядок в этом доме. И этот консьерж видит на улице, что готовится ограбление этого дома. Ходят люди в масках, вот так вот заглядывают, не знаю, ножи точат с этими всякими приспособлениями для взлома замков, сломами, с пилами. И он такой, а люди кипишуют, а что там такое за окном? А он такой, да не переживайте, люди, это они просто нас пугают. Это я говорю про власть и про начало войны. А потом этих всех людей ограбили, начинается паника. И ой, а я ж не убежал, я же на месте остался. Я ж как бы ничего, я вместе с вами тут. Вот это примерно то же самое, что делает власть. Из-за этого превратилась жизнь многих людей в поле чудес. И по-другому это просто не назвать. Просто поле чудес. Я сейчас считаю, тот уехал, вернулся. Кто-то уехал, вернулся в гости, опять разочарование в Украине, опять уехал. Кто-то бросает Америку, возвращается в Украину. Ну, во что превратилась жизнь людей? Я даже больше вам скажу. Посмотрел интервью Невзорова, не полностью еще, Невзорова у Шихман. У Невзорова арестовали деньги, скитается там где-то по Европе, в одном месте, в другом. Много чего потерял. Я небольшой его фанат из-за его прошлого. Я по факту говорю. Пугачева в Израиле. Тут вернулась на похороны Юдашкина. Песков руку целует, она опять уезжает. Куча там рэперов русских в Дубай переехали и других артистов, которые еще как-то с головой дружат. Скольким людям все это запакостило жизнь. Но одна цепочка прослеживается. Кто страдает в этой ситуации? Все, кроме политиков, и все, кроме чиновников. И русских, и украинских. И там все на местах, и тут все на местах. Тут богатеют, и там богатеют. А люди все время страдают. Может, пора задуматься? И в этом, собственно, и состоит моя главная претензия. Зеленский ничего не собирался менять. Он ничего не собирался менять. Уже это понятно. Как правильно сказал Себастьянович, ну, не может же быть такое, что все вокруг все видят, один он ничего не видит.
Просто вы должны понимать, что речь идет о миллионах людей, о миллионах наших граждан. И я пока вообще не вижу этому решения, я пока не представляю. Я знаю, что они точно будут делать. Я об этом расскажу на следующей неделе. Сколько много анонсов, какой из всех выйдет скорее всего? Анонсов у меня 3, и 3 точно выйдут. Про то, который ждет своего времени, это зависит от военно-политической обстановки. Денис, а не лучше было бы разнести по фактам четкими аргументами Савченко и ее высказывания, которые ты вставил ролик с Гордоном, сказать, она сумасшедшая, всегда легко, а вот опровергнуть фактами. Значит, я там достаточно фактов упомянул. Вот и все. А если надо подробнее, тогда я думаю, что вам тогда вообще не стоит ничего объяснять, если вы не понимаете каких элементарных вещей. У меня что, была задача обгадить как-то Савченко или косточки ей перемыть? Это видео было о примерах таких персонажей, которые влезают в голову людям, и том, как люди легко ведутся на разную ерунду. У нас в Вышгороде полгода назад попала ракета в Хрущевку. Людям за полгода выплатили 30 тысяч, дом полностью стал нежилым, отстраивать не собираются, большинство жильцов старики. Это кошмар, и это как раз то поле чудес, о котором я вот сейчас рассказывал. И там же была ситуация, они поставили сайт, как это, Е-відновлення, да, правильно называется. И этот же сайт через час уже лег, потому что сумасшедшая пошла нагрузка на сервер. А у нас такое ощущение, что они не понимают, кто и для чего это делают. Сумасшедший бюджет, они не могут даже сайт нормально сделать. В итоге всех обманут. Да, Доротич негативно отреагировал, я уже рассказал. Обработали 51% бюллетеней в Турции, 52% Эрдоган, 42% Килыч Дороглу. Килыч Дороглу, да. Ну, уже понятно, что Эрдоган президент. Все ясно. Денис, я с своими друзьями поссорился, я им рассказываю про ваши реформы, я работаю за границей, никто не понимает, а вот друг, который работает в Украине, он поддерживает все, что вы говорите. Спасибо вам. Но из-за меня с друзьями не ссорьтесь, просто не общайтесь про политику. Поставьте лайки, друзья, пожалуйста. Зеленский не просто молчал и успокаивал, а еще и срезал решетки с окон, бронедвери, отключил сигнализацию, чтобы убийцам было легче зайти в дом. Ну да, ну да, ну да. И я бы так сказал, когда люди кипишевали и говорили, поставьте, пожалуйста, сигнализации, давайте наймем больше охраны вооруженной, он сказал, а давайте, знаете, что сделаем? А давайте плитку поменяем. О, а давайте трубы поменяем. Примерно такое было. А управдом, это я про Ермака говорил, да не будут они нападать, да это они просто там так стоят. Это все пугают нас, не будут нападать. Денис, Вашингтон-Пост задали сегодня президенту вопрос, что в слитых документах было написано, что ГУР поддерживает связь с Пригожиным. Что думаете? Я как-то это упустил. Я прочитаю, потом прокомментирую. Шмыгаль уже охранник или Зеленского, может, Елены Зеленской вы имели в виду? Мне понравилось, как сказал Себастьянович вот в эфире другого канала. Он сказал, что Шмыгаль должен сидеть пожизненно за все, что он натворил. И я с этим полностью согласен. И да, продолжая вот эту вот тему, я хочу сказать в этом по поводу моих высказываний и всего. И вот Балашов сказал, что нарративы не должны совпадать там с российскими и все остальное. Ну, мы все желаем нашей стране победы. Многие хотят вернуться и так далее. Но я не могу понять, если я считаю Шмыгаля негодяем, и его считают негодяем в России, я должен об этом молчать? Так и здесь. И Себастьянович я поддерживаю, что он так сказал. Это по факту. И у Себастьяновича к Шмыгалю, если завтра Шмыгаль не премьер-министр Украины, мы про него забыли. А дальше пусть правоохранители разбираются. Я имею в виду, что это ничего личного, и мы не принадлежим к лагерю Пети, например. Что мы ругаем кого-то, как там вот восхваляют там Чекалкина или еще кого-то. Там люди получают деньги, у них есть покровитель, и у них задача колбасить вторую сторону или федыны всякие, во что бы это ни стоило. Такие, как Анна Малер, замрезникова, она вообще работает замминистра обороны, но уже она в команде Порошенко. Вы можете себе такое представить? Но если она зайдет в народный депутат, и в следующий раз от партии Порошенко. Я не сомневаюсь, что он придет в Верховную Раду. А я, это вообще вне, и тот же Себастьянович, или Балашов, или Доротич.
вне этой истории. Во всяком случае, так как каждый из нас говорит. Я там ни за кого ручаться не хочу, но я пример привожу. Вот давайте буду только за себя отвечать. Просто мне и те не нравятся, и не те не нравятся. И я говорю конкретику почему, и не просто ругаю, еще и предложения альтернативные показываю, рассказываю. И которые, на удивление, многие поддерживают. На удивление в кавычках. Все. Я далек от мысли, что они не знают, что делать. Это все делается специально. Две причины. Кто-то это делает, чтобы воровать и быть при власти. У него своя задача и мотивация. Второе, кто-то работает на Российскую Федерацию. А там таких море. И все на поверхности. А где Зеленский? Нет, Романчук меня не интересует. И Монин тоже. Монин конформист. И, кстати говоря, по-моему, Монин меня даже когда-то забанил в Фейсбуке. Человек вообще не способен общаться. Романчук, я сказал, пусть в Беларусь едет, рассказывает. Если у него, пока у него Подоляк высший интеллектуал, я с ним разговаривать не буду. Так, так. Благодаря чему вчера в Рашке упали 2 военных вертолета, 2 самолета? Не знаю, наверное, наши постарались. Денис, обидно то, что многие люди благословляют Зеленского, не понимая то, что они делают со страной. Так об этом и речь. Ну, дождитесь видео следующего там. Или стрим я сделаю. Но мне не нравятся как-то результаты последние. Что-то в алгоритмах Ютуба не то. Балашов говорит, что чтобы совершить революцию, люди должны иметь хороший доход и не зависеть от денег. Но как это сделать, если все подконтрольно олигархам, уровень жизни катится вниз? Это то, почему я хочу вам сказать, что я тоже вот в этом моменте, например, с Балашовым не согласен, но я не собираюсь никого за это ругать. Это его точка зрения. Вот, например, он сказал про следующее поколение, что нужно еще одно поколение, но следующее. Я не согласен с этим, вот категорически не согласен. И он имеет право на свой взгляд, и я имею право на свой взгляд. Я думаю, вы не согласны ждать. Денис, пожалуйста, скажи, что отвечать друзьям на их утверждение, что во власти больше сионистов, чем украинцев? Или, например, когда я критикую Гордона, мне говорят, а что ты хочешь, он же еврей. Да я не знаю, это на ваше усмотрение. Они, во-первых, не знают, что такое сионисты. Сионисты — это те, кто поддерживают, что у евреев должно быть свое государство одно, и все евреи должны там жить. Для начала. Это так. Это уже как минимум неграмотность и дурость. Они антисемиты просто, и все. Пусть вам назовут количество евреев во власти, потом поговорим. Это большая глупость вообще людей делить по нации и этносу, потому что негодяи есть везде. Так, я вернулась в Украину через год после войны, разочаровалась, снова уезжаю. Вот видите, и такие случаи тоже бывают. Да, сейчас будем Романа Шухевича обсуждать. Я еще раз говорю, я людей объединяю, а не разъединяю. Вы читали о том, что Подоляк назвал начало контрнаступления в Бахмуте прелюдией? Да, но я Подоляка всерьез же не могу воспринимать, это клоун. Денис, перед следующими выборами нужно запретить голосовать всем, кто получает зарплату от государства, не платит налоги, сделать порог от 20 до 55 лет. По возрасту я не согласен, потому что человек может 56 лет иметь бизнес, еще ему нельзя давать голосовать. А тем более современные люди в 55 лет, я вообще не считаю их пожилыми какими-то. Я в моей системе запретил бы тем, кто из госбюджета, исключительно из госбюджета получает деньги. То есть как бы не платит налогов, не в рынке получает деньги, не находится внутри той системы, которую он создает. Поэтому это все. На следующие выборы это нереально. Это мы можем мечтать, но это нереально. Следующие выборы будут проходить по правилам игры Зеленского. А это беспредел. Бачили злите відео про Червінського. Да, видел. И что хочу сказать. Я там, честно говоря, ничего не понял. Там ничего не слышно, ничего не понятно. Если Червинский замешан в коррупции, почему его не осудили за коррупцию? Если у них есть материал, что Червинский коррумпированный СБУшник или разведчик исключено, потому что он делал сумасшедшие операции в пользу Украины, вместе, кстати, с западными спецслужбами, это же надо понимать. Осуждайте его за это.
А эти видео либо пилятся, либо вбрасываются, и видите, без никакой популярности. Почему? И, кстати, знаете, с каких сайтов? С сайтов, которые держат негодяи, типа обозревателя, помойки. Почему это делается? Вот так, чтобы люди, значит, наверное, Червинский не святой. Ну, типа такого. Так судите его за то, что на этом видео. Что вы его судите за какую-то надуманную фигню? Денис, какие западные СМИ можете порекомендовать? Вы знаете, я не отношусь к этому так тонко. Я вот Вашингтон Пост хорошо, Таймс хорошо, там британское что-то хорошо, Гвардиан хорошо. Все надо воспринимать. Там точно больше правды, чем в наших СМИ. Ну, 100%, 1000%. Потому что вот украинская правда. Вот смотрите, могу разобрать. Значит, крупнейшие СМИ декларируют себя супер демократическими, даже либеральными. Война в стране, куча проблем. Главная страница интервью с этим, меня возмутило, я даже выкладывал, с Филатовым. И сидит этот Роман Кравец и Филатову, ой, а криминал в Днепре есть. Потом с кем же они сделали, то с какими-то стендаперами, то с какими-то комиками. Подождите, с кем же они сделали? Напишите, может, кто видел. Я, по-моему, даже что-то выстрелял в этом самом, уже вылетело с головы. Кого-то такого, ну только Машу Ефросинина осталось взять интервью. Да вы пригласите, если вы такие, как вы есть, кто вам что-то предлагает. Вы поинтересуйтесь, почему люди в политической эмиграции оказались. Почему люди, которые могли быть полезны своей стране, их просто выжимают оттуда. Неинтересно? Стендапер больше расскажет про политику. Коломойский в тени, да. Не слышно и не видно. Но точно в Украине. Много времени на Западной проводит. Комментируйте поподробнее, тезисы большинством не воспринимаются, людям нравятся детали и краски. Конкретизируйте, какую тему недостаточно раскрыл, я это сделаю. Да, точно ждать нет времени, надо сейчас и навсегда. Конечно. Денис, а видосы про экономику будут еще интересно, что будет дальше? Конечно, будут. Конечно, будут. Денис, что думаете про новости о контратаке в Бахмуте? Что с этого может получиться? Вы же мое мнение знаете, но я сейчас не хочу уже в очередной раз повторяться про Бахмут. Вы можете найти перед этим по тайм-кодам мое мнение по Бахмуту. Дальше это ответственность Зеленского. Я коротко могу намекнуть. 10 лет назад, когда вы помните вот эту историю, Донецкий аэропорт, АТО, киборги, киборги. А зачем Украине пацаны, которых уже нету, или калеки, или чудом оттуда вырвались, в звании киборга и раздолбленный аэропорт? Азовсталь из этой же оперы. Да люди живы, все, уже понятно, что все. Людей надо, тем более таких воинов, живыми обратно. В Турции под запретом говорить. Ух ты, а интересно, почему так? И героический Ермак занимается обменом пленными. А до этого Медведчук. Как-то так. И тот доказан агент России, про этого куча информации, что связано с Россией. Какая-то удивительнейшая история. Друзья, поставьте лайки, пожалуйста. Нужно 2000 лайков. Именно которые под видео. Сейчас много шума из-за сбитых МиГов, вертолетов. Как думаете, единичный случай или так будет дальше? Это совершенно, это важно, но это не тема для стрима, потому что от моего мнения ничего не зависит. Конечно, будет дальше, потому что идет война. У нас есть партизаны, у нас тоже есть агенты, у нас есть классные военные. Конечно, так будет дальше. Победа будет за нами все равно. Денис, интересно знать, как в вашей программе реализована автоматизация госзакупок, например, военных, у кого закупать, сколько, что, чтобы человек ничего не решал, ведь это наша главная задача. В том-то и дело, что у меня прописано, оборонный сектор должен быть частным, а государство только заказчик. А по поводу технической системы я потом отдельно, ну, технически, я об этом расскажу. Моя система не ориентирована на, ну, в госсекторе, когда все, когда чиновник покупает у чиновника. Вам не кажется, что Зеленского могут спасти только выборы этой весной? Вот дождитесь, пожалуйста, ну, видео или стрима на вот эту тему инсайда моего. Я смотрю, потихоньку, но идем вверх. У вас уже 108 тысяч подписчиков. Поздравляю. Спасибо.
Но наоборот, развитие затормозилось. И вы это видите по стримам сейчас даже, вот 2000 зрителей. Хотя, ну, есть погодный, как бы, сезонность тоже есть в "Ютубе". Лучшая погода, люди пошли гулять, но потом повторе смотрят много, но видео хуже ранжируются. Ну, понимаете, ну, как вам сказать? Я почему и прошу, если там спонсорам благодарен, не спонсор, ну, хотя бы досмотрите видео до конца, поставьте лайк, поставьте колокольчики на канале, чтобы вы уведомления получали. Вроде ничего для человека, а это важно для дела. Каждый ваш лайк, это значит, кто-то, человек, кто еще не видел мой канал, он его увидит. Объясните, почему Балашов сказал, что нужно ждать, должно прийти новое поколение. В настоящее время больше половины населения Украины хочет хорошего царя. Это вопрос к Балашову. Я с этим категорически не согласен. Он гость моего подкаста, хотя намечался батл. Он перевел все в другую плоскость. Я это рассматриваю как проявление мудрости. И я не стал как бы нагнетать обстановку, потому что мы по одну сторону баррикад. Он сказал так, как он сказал, я так не считаю. Мое мнение другое. Я настроен здесь, сейчас мощно и объединить людей. Вот и все. И в отличие от многих в офисе президента, на детекторе лжи. Опа! И тут все закончится. В прямом эфире. Так, Денис, ну разве так... ну ладно. Денис, ну разве запрет на право голосовать бюджетникам и пенсионерам не является сегрегацией людей, нарушающих базовые принципы Конституции любой страны? Значит, надо менять Конституцию сначала. Конституцию надо менять, и в этот пункт моей программы. Марта, вы зайдите на мое видео 10 реформ. Конституцию надо менять. Если Конституция такая, что ее можно не выполнять, это плохая Конституция. Если народные депутаты избираются непонятными способами и там делают нереальные вещи, мы их отозвать не можем, или мэров, Конституция плохая. Если у нас нет права на вооруженное восстание, а монополия на силу и на оружие у государства, это плохая Конституция. В Америке шикарная Конституция. Ее нужно взять за основу, какие-то вещи там под это самое, потому что ну, там, тут поправки выходили. В Украине никаких ни поправок, ничего. Взять за основу, а потом поправки. Жизнь меняется, жизнь идет быстро. Внесли поправку, внесли поправку. Нормальный живой процесс, не надо консервироваться. Вы знаете, вообще там говорят, конституция в Украине шикарная. Так в Советском Союзе тоже была хорошая конституция. А дальше что? Если возьмете на бумаге, шикарная конституция. А что на деле? Монстр. Империя зла. Почему вы перестали оставлять тайм-коды на стримах? Вот меня такие люди поражают. Есть люди, которые через 5 минут после стрима пишут комментарий, а почему без тайм-кодов? Но вообще-то человеку, который пишет тайм-коды, ему надо отсмотреть стрим по киевскому времени. Вы понимаете, во сколько мы закончим по Киеву. Прислать мне, чтобы я опубликовал. Так и сейчас. Посмотрите последние стримы, последние месяцы, наверное, полгода последних, везде есть тайм-коды. Для чего вы это пишете, не проверив? Олег, по поводу госзакупок я сделаю отдельное видео, как я это вижу. Сейчас, программное обеспечение все позволяет сделать. В 2 словах могу объяснить. На простом примере, на котором погорел Резников. Есть яйца, они 17 гривен у него, а где-то они 10. Программное обеспечение это просто считывает, и все. Просто элементарным каким-то парсингом данных считала, все, здесь уже не идет. И все это видят, и все, до свидания. То есть она просто не пропустит по другой цене. Денис, можно пару слов о новом бюджетном периоде США, сентябрь-октябрь, как скажется на помощи Украины? Внутри США миллион своих проблем, грядут тяжелые времена. На помощи Украине скажется. На помощи Украине скажется лишь только потому, что в следующем году выборы президента США. Следующий президент США не будет вести себя так, как Байден. Вот такие дела. Спасибо Байдену, что развалил Америку, что могу сказать, экономически в том числе. Робот качество не может определить. То есть вы сейчас хотите сказать, что
Резникова яйца по 17 — это не те яйца, которые в сельпо по 10 стоят. Правильно я понимаю? Зато в Украине узаконили в Конституции намерение в НАТО, Евросоюз. Нужны еще законы хорошие, справный референдум по народной инициативе и отзыв депутатов. Егор, я вам скажу, значит, про отзыв депутатов у меня в реформах это есть. По референдуму по народной инициативе, то, что делается в Швейцарии, чтобы любую улицу, там как-то ремонт на улице или мостик построить, или что-нибудь, сквер построить, надо референдум. В Украине сейчас это делать нельзя. И я это всегда говорил. Это не то, чтобы я поменял где-то мнение, и это не является каким-то антидемократическим ходом или заявлением. Наши люди до войны, процентов 45 в Украине на соцопросах говорили, что нам не надо идти в НАТО. Им нужно, я с Балашовым на эфире это говорил. Но когда началась война, начали летать ракеты, убивать наших людей и дома разрушать, все резко захотели в НАТО. То есть человек без мозгов не хочет в НАТО, не хотел в НАТО. Ну вот не хочу в НАТО. А почему? Не может объяснить даже. Да вот мы нейтральные должны быть. А почему? У нас нет ни денег, ни армии. Что нейтральными? Стоит против. И таких 45%. Поэтому нельзя нашим людям, у них недостаточно образования, недостаточно личной, как бы сказать, вот правильно Ли Кван Ю сказал, я тоже это говорил, в Сингапуре. Демократия начинается от личного дохода $5000. А до этого человек будет либо там выгоду искать там бюджетную, как бюджетники. За кого скажут, за того и проголосуют. Или выборы подтасуем школьные учителя, потому что в школах эти пункты для голосования. Все всегда замазаны, все всегда участвуют. Это все, вот это вот каждый подделанный протокол, каждое вот это все, это копилочка к тому, почему случилась война, почему Украина слабой. Были бы сильные, при любом, каком бы ни был шизофреник Путин, не напали бы на нас. Полномасштабно, во всяком случае. Знаток, сидящий в Майами, яйца уже давно по 3,50. А по сути дела есть что сказать? Видите? Так, выйдет видос о Трампе, что он норм, а то говорю с кем-то, то он сразу пророссийский, горохом об стенку. Посмотрите мой эфир с Денисом Спектром, там эта тема подробнее обсуждалась, и тем людям можете переслать на моем канале. Плейлист «Важный разговор». По итогам беседы с Балашовым можете назвать несколько позиций, по отношению к которым вы поменяли свое мнение в связи с его доводами, и наоборот, спасибо. Нет, я ни в чем не поменял свою позицию. Я укрепился в позиции, что сейчас не нужно ругаться с теми, кто по одну сторону баррикад. Я уже это говорил в начале. Денис, очень хочется послушать вас подкаст Натальи Холоденко. Балашов говорил о депрессии после войны. Хочется узнать ее мнение об этом как психолога. И мне. Предварительно договорились, но у нее сейчас тур по Европе. Сейчас она немножко освободится. Надеюсь, сделаем. Вы супероптимист, но народ Украины не хочет бороться за свои права. Мы идем в Евросоюз, они все за нас сделают. Это специально льют в уши украинцам, чтобы они тупо ждали и ничего не делали. Ну, конечно. Денис, когда будет видео для молодежи и видео про книжку Шимона Переса? Ну, бессмысленно мне задавать эти вопросы каждый стрим. Вы же понимаете, что раньше, чем он не выйдет, оно не выйдет. Каким образом Трамп сможет закончить войну за 24 часа? Я отвечаю каждый стрим. По тайм-кодам найдите и посмотрите. Как оцениваете Евровидение в этом году? Как всегда, с точки зрения технической, шоу сумасшедшее. Так, страна, про которую вы хотите рассказать, это Сингапур? Нет. Вы очень удивитесь. Денис, нужно ли вводить обязательное голосование? Это что такое? Под дулом автомата? Я, честно говоря, впервые такой термин даже вижу. Хорошая пропорция зрителей и лайков. Это скорее потому, что мало зрителей. Если будет возможность, лучше уехать с Украины или ждать 10-20 лет, пока что-то сменится? Я не отвечаю на такие вопросы, потому что я не вижу, вы даже мужчина или женщина, сколько вам лет, сколько у вас денег, чем вы занимаетесь, за кого несете ответственность. Это так не работает. Я же говорю, я не даю безответственных советов. Денис, забегая наперед, что думаете, следующей зимой отключения будут еще? Зимой не знаю, хоть бы летом не было. Летом более вероятней. Они говорили, потом задний ход дали.
Как относитесь к обмену Богуслаева Моторсич? Я презираю этого человека. А он, наверное, он же запросил обмен. Ну, что говорить. Это полный провал нашего государства, что у нас такие Богуслаевы. И он думаете, что последний агент в этой стране? Мерч будет, будет мерч. Пока мне надо запустить кнопку нашего с вами клуба, там, где будет бизнес-контент и еще, ну, контент, который не общедоступен не по бизнесу тоже. Стримы вот эти вот с видео включениями. Ну да, Эрдоган выиграет, понятно. Я не буду читать вопросы больше. Ну, нет смысла вам угадывать страну, про которую я буду рассказывать. Ну, это ж, если я сейчас скажу, это же интереса не будет. Вы сейчас зайдете, почитаете. Зачем? Денис, почему мы сами допустили эту войну? Нам что, не все равно было, с каким статусом бы остался Донбасс с Украиной? Нам ведь было бы все равно, что там творилось. Сейчас бы не погубили столько ребят. Это вы сильно упрощаете вопрос. Як вам ідея використовувати для аудиту пенсіонерів систему КУС через Дію, як при реєстрації на криптобіржі? Ну, а для тих, кого немає змоги, все це вже стаціонарно. Да, можна. Денис, доброго здоров'я вам. Дуже цікавить ваша позиція по збереженню Карпат і екології в цілому. Мене дуже бентежить те, що в масиві Свідовиці і збираються будувати другий Буковель. Не знаю, я не в темі, чесно вам скажу. Денис, что скажешь насчет стипендий в вузах? Вузы должны быть частными. И стипендию давать тем студентам, которые для них ценность представляют. В Америке есть, например, спортивная стипендия. Если вы член, например, баскетбольной команды, то вам дают стипендию только для того, чтобы вы вот этот вуз выбрали, например. Это рыночное, и здесь рыночные отношения должны быть. Пока все украинские государственные вузы — это мультимиллионеры-ректоры и куча пиявок рядом. Вы даже не представляете, вот там говорят: "Ой, нищие это, нищие то". Ну, а посмотрите, структуру бюджета Украины, сколько на образование. Так образование, там же огромный куш на вузы идет. А смотришь, в топовый вуз, а там какие-то засратые столы, парты, старый пол, ужас, кошмар. А ректор мультимиллионер. Некоторые вузы умудряются там на своих землях новостройки строить. Ну, какой-то маразм просто. Так, про Богуслаева только что сказал. Денис, как вы думаете, Зеленский мог предотвратить войну? 100%. Его просто кинули. У нас люди думають, що депутати, лікарі, юристи, політики — все це як якісь сверхлюди, яким немає заміни. Там такі ж люди, а то ще й тупіші, але людям хочеться когось слухати і в нього вірить. Да, есть, и мы тоже с Балашовым это обсуждали. У людей есть, ну, догматики. Большинство людей в Украине догматики. Дураков одинаковое количество. В Америке есть дураки. Там, может, чуть-чуть меньше. Но догмами здесь не живут. А в Украине догматики, как на бывшем всем постсовке. У них, как вы сказали, там те суперумные, те суперумные. Кто-то считает, говорят мне: "А как это ты судебную реформу? Это что, всех судей надо выгнать и поменять?" Да. А полицейская реформа — это всех надо выгнать, поменять? Да. Всех под ноль. А когда это была псевдореформа от Авакова, Червоненко, помните, такой гусь, сидел и распинался: "Да это же следаки, которые агентурную сеть вели, это годами опыт сейчас молокососов молодых". Вот это такой перчик системы, который хочет жить по-прежнему в связях, по звонку что-то решать. Нет, это никакие не суперлюди. Это в мешок с моста зашли новые люди, и судей новых набрать, но их не набираются, их выбирают будут люди по моей реформе, местные общины. Я рассказывал, в городе. Город садится или поселок, или там областной центр и выбирает себе судейский корпус. И шерифа выбирает. Так, у Эрдогана 46% голосов, у его оппонента 49. Не понимаю, почему он должен выиграть. Так как это? Сейчас же вот публиковали другие данные только что. Так, поколение малышей угнетают, образование нужно поднимать. Образование поднимается только частным сектором. И, ну, в том числе государственной идеологией, конечно, но это такой разговор, это все комплексно делается.
Реформа образования зависит от философии жизни страны, государства. У нас нет никакой философии. В том-то и дело. Я четко обозначил, что на свободе личности, что каждый человек это личность. Не надо не подавлять человека, а наоборот дать ему свободу и раскрывать в нем лучшее качество. В Америке так работает. Не идеальная система, но здесь совсем по-другому лекции ведутся. То есть полностью сама система по-другому устроена. На диалоге. На диалоге. А у нас пробубнел, законспектировали, вышли. Ну, так это что, система? Молчи, не рассказывай, все. Профессор лучше знает, который никогда ничем практическим не занимался. А в американских вузах приходят люди, которые в Apple работали, которые диссиденты с какой-то страны, который с режимом боролся, рассказывает про жизнь что-то. Не знаю, Илон Маск будет, наверное, это делать. Еще кто-то. Это совсем другое. Радмир, это вот очень глупо то, что вы написали. Расскажите про какого-то там персонажа. Ну, это просто максимально глупо. И все. Так. Невозможно быть свободным среди рабов. Ну ладно. Мне нравится система образования Финляндии. Пока она самая инновационная в мире, из того, что я изучал. Как ваши успехи с английским? Ну, я же в среде, поэтому хочешь не хочешь, он растет. Ну, вот вы предлагаете обновить правоохранительную систему. А что будет с высшим офицерским составом? Кто управлять будет? Ой, высший офицерский состав. Вам сейчас нравится? Ну, я не против. КНУ тоже фигня, как и все остальное. Денис, все гости стрима хотят жить лучше. Чаще говорите, что надо объединяться, создавать партию, идти на выборы, побеждать и менять систему. Так мы вроде бы об этом только и говорим. Просто бабки, бабки. Денис, как вы считаете, откроют ли границы до конца следующего года? Не знаю. Надо отталкиваться от того, когда отменят военное положение хотя бы там на правобережной Украине. Да, тот сериал, который говорил Геннадий, его легко найти. Чи підтримуєте ви Данила Яневського в питанні зміни Конституції? Я не слушал его версию на этот счет. Но я не его симпатик. Хотя про Гетманцева он сказал правильно. Денис, добрый вечер. Как вы видите, если не отвоюют Мариуполь, жителям, у которых там недвижимость и не хотят туда ехать, Украина должна выделить жилье на украинской стороне или просто за него забыть? Я не думаю, что кто потерял что-то в Мариуполе, ему кто-то что-то компенсирует. Я приемлю только один вид компенсации. Это потерял квартиру, не дай бог, за 50 тысяч долларов. Тебе должны 50 тысяч долларов на счет завести. А если тебе скажут, да вон там новостройку, которую построил какой-то наш ручной бизнесмен, то это уже не то. Вы мне деньгами дайте, монетизируйте мне. Потому что вы потеряли на 50 тысяч, с бюджета они выделят 70 тысяч, а квартиру вам дадут за 30 тысяч. А 40 тысяч распилят застройщикам. Давид Тихий, подождите, будет видео на этот счет. Вы как будто не понимаете, что вас смотрят массы, и не все в теме, почему бы людям недалеким, по-доброму говорю о них, не объяснить спокойно пошаговый план действий, которые вас поддерживают. Я выпустил отдельное видео с планом реформ. О чем вы пишете? Я сейчас на стриме не разъяснением разве занимаюсь? Денис Ахметов тоже говорил, что невозможно жить счастливым среди несчастных и богатых среди бедных. Но у него хорошо это получается. Как вы видите систему оплаты труда? Почасовую. Денис, поддерживаете ли миграционную политику Трампа? Почему посольство США в Киеве массово всем отказывают в визе? Заплатила $160 за прием, отказ. Причина нет доводов, что не вернешься в Украину. Во-первых, я не адвокат Трампа. Во-вторых, его миграционная политика... Он не президент сейчас, если вы забыли. Ну так, на всякий случай. Вы сейчас подавались при президенте Байдене. А то, что у вас отказ, ну, так я тысячи примеров отказа знаю, по той же причине, что и у вас. Не мешайте коней и людей в одно. Где Арахамия пропал? Затихарился, чтобы не скандалиться. У него просто чуть-чуть больше мозгов, чем у Коли Тищенко. Так.
Учился в Киеве, в НАУ, там новостройки на территории выросли, как грибы после дождя. Ректора с миллионами выгнали в Канаду и поставили Шоху Януковича ректором. Сам универ так и остался в совке. Ну так вот вам яркий пример, что такое государственное образование. А НАУ– это ого-го, это махина сумасшедшая. Отдайте его в частные руки, это будет конфетка с шикарным образованием, с шикарной инфраструктурой. Это будет космос. Ну, кому это надо? Я же к чему и веду. У меня есть принципы, философия жизни и понятия. У кого-то складывается тепленькое местечко, там, на, у ректор, попилить и уйти. Плевало на систему образования, на все остальное. И тут не в нем даже причина стоит, в системе. Ты либо так, либо никак. Они выбирают для себя выбор так. А я выбрал для себя вне системы. Потому и бизнесом все время в Украине занимался. И всегда десятой дорогой обходил и отказывался от всяких, все, что связано с государством. Тендеры, еще что-нибудь. Денис, вы говорили, что без образования, как вам удается быть таким эрудированным по всем вопросам? У меня незаконченное, это самообразование называется. Денис, пробовали зайти в эфир к Шарию? Меня иногда его выбрасывает, я писал ему все время, провоцировал его, что Толя, давай уже хватит с додиками разговаривать, давай включай меня, сейчас будут у нас дебаты, я расскажу тебе. Боится пока. Денис, как поменять власть? Я хотел записать просто и выложить в Ютубе. Денис, как поменять власть, если президент Верховной Рады находится в одних руках и все закоррумпировано? Как поменять власть? Для начала нужно выдвигаться на вибори. Цікава ваша позиція по екології в Карпатах. Ви за бездумну забудову чи за збереження дикої природи? Зараз просто страшними темпами вирізають карпатські ліси. Арсен, я еще раз вам говорю. Вот вы мне уже навесили то, что я не отвечал. У меня спросили про какое-то место, которое я плохо знаю. Что там сейчас вот такой вот вторую Буковель планирую. Я не вижу проблемы в том, что существует Буковель. Вообще никакой. Мне задают вопрос, который я не знаю, о чем идет речь. Что мне отвечать? Да, я за экологию, но я и за рынок. Это можно прекрасно совместить. Почему выбор или так, или так? Почему во всем мире шикарные курорты существуют, еще покруче природе, такой, как есть, например, в Швейцарии? А у вас сразу выбор или-или. Это ж совок, вы понимаете это или нет? В какую сумму вы оцениваете минимальный час труда? Я ни в какую сумму ничего не оцениваю, потому что мы сейчас говорим о фантасмагориях, а не о реалиях. Здравствуйте, в программе, что вы представили, неточность. Хотелось бы узнать, откуда вы возьмете 10-12 годовых для пенсии, тем более в валюте при ставке ФРС в 5,5. Рассказываю. Государственный фонд благосостояния инвестирует в акции, в другие активы, так как это делает, например, норвежский фонд. Оттуда и получится 10-12 годовых. Причем здесь ставка ФРС? Что делать с теми деньгами, которые будут поступать на счет Украины, когда закончится война? Они же обратно пойдут в карманы. Может, пускай Запад контролирует, куда идут деньги. Что делать с теми деньгами, которые будут поступать на счет Украины? Ну, это вы написали? Ну, окей, наверное. Денис, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, 10% як в Божих законах податку і по 10 заповідей жити, що ще потрібно? Так я ж, потому у меня все по 10, потому что десятина– это самая оптимальная система во всем. И исторический человек ее для себя принял. Это отлично, я считаю. Він на подкаст, як вам інтерв'ю з Балашом. Так ми вже сьогодні много це обсуждали. Деяких бізнесів, наприклад, до вашого, не до мого, а я розказав, який у мене був бізнес, там, де доходом була комиссия. Он объяснил, но я не до конца понял. Кстати, мне мой друг, у которого был похожий бизнес, говорит, что надо было эту тему дораскрыть больше. Я так понял, там он это видит совсем другой структурой составления контракта, договора. Компьютерные игры сейчас нет. Банк Приват может объявить форс-мажор, когда не возвращают депозиты. Давайте, друзья, я не чаплыга, не вот эти все гуры сумасшедшие. Я о реальных вещах. Я не хочу вас страшать. Вы живете, скорее всего, мы говорим об Украине. В Украине возможно все. И с этой мыслью всегда живите. В частные руки когда-то отдали заводы. Где они? До свидания. Нечем разговаривать.
Очень интересно узнать ваше мнение про Фарион. Негодяйка законченная. Агент КГБ. А что по поводу Лапина, Я не знаю, кто это. Денис, вопрос не по теме, но не могу не спросить, какой вы видите Киев, старый или новый город, как в Баку? Я вам скажу так. Кличко уничтожил Киев. Уничтожил Киев. Я Киев обожаю. Киев — это шикарный город. Я считаю, один из лучших в мире. То, что делает с ним Кличко, это кошмар. Это кошмар. Я ощутил на себе эту систему, будучи студентом. То, что сказали старый Новый город, это прекрасно совмещается. Я ощутил на себе эту систему, будучи студентом. Я написал письмо к ректору со своим видением, что каждый период должен постараться что-то на позитиве донести в детскую голову, а не возвышаться над ними. Понял. Так, так. Фонд Саудовской Аравии изучу детальнее, потом дам ответ. Советую вам платформу Discord, очень удобная площадка для взаимодействия между вашим, тоже посмотрю. Вы верите в то, что Украину возьмут в Евросоюз? Я лично не верю, и я не верю. Я уже и в НАТО не верю. У меня во время войны дважды менялось мнение, что возьмут, не возьмут. Сейчас у меня опять, что не возьмут. Денис, вы видели позорный парад в Москве? Видел, конечно. Но меня и в этом контексте больше Украина интересует. Я вот вспоминаю парад Зеленского в 2021 году. Сижу и думаю, сколько, 2 миллиарда гривен или сколько на парад ушло? Вот зачем это надо делать? Ну это же то, что делал всегда Путин. Ну зачем уподобляться этому? Ну сделай парад для людей. Ну зачем этой техникой, зачем это брязгание? Это такая дурость в нищей стране. Тут вы берете ОМВФ кредиты, петлю на шее страны затягиваете. Тут вы проводите военные парады техникой, которой, оказывается, нету, и мы выжили благодаря Америке и западным партнерам. Но вы понимаете абсурд этот? Но это все политика. И политтехнологи никогда бы ему не разрешили не проводить парад. И это не тот человек, который может сам что-то сделать. Ему политика, рейтинг, и вот все, что его интересовало. А тогда рейтинг пошел сильно вниз, надо было парад провести. Привіт, я хлопець 22 роки, збереження $20 000. Що краще, виїхати з України, як тільки відкриють кордони, чи залишатися в Україні? Ну, это вопрос, который ваша судьба. Ну, как я могу давать такие ответы? Ответы на такие вопросы. Я же не знаю, вы предприниматель, слушайте себя. Крижанівський вже хоче партію свою створити. Ну, Крижанівський, кстати, подписался на мой телеграм-канал, я посмеялся. Я же его не смотрю. Но он так, то у него Зеленский был хороший, публика начала орать, что Зеленский плохой, опа, уже у него Зеленский наркоман. Там уже такие фантастику такую рассказывает. Потом, значит, уже, наверное, послушал мои подкасты. О, надо партию сделать. До этого мне рассказывали, он говорил, что он в президенты идет. Ну, развлекает людей. Это юмористическое шоу. Расскажи, что такое новая религия Эвок, которая захватывает умы для сумасшедших. Это вы отсылку к видео, которое Любарский выпустил? Ну, люди могут зайти посмотреть, кому интересно. Может, я об этом сделаю видео, но позже. Как вы считаете, Эрдоган — это хорошо или плохо для Украины? Я вам скажу то, что всегда отвечаю в таких случаях. Я не рассматриваю президентов других стран через призму Украины. Эрдоган должен быть хорошим или плохим для Турции. Для Турции и для граждан Турции. Я хочу отталкиваться от президента Украины. Хорошо он это для Украины или плохо? Потому я не живу догмами. Трамп плохо для Украины, поэтому Трамп плохой. Есть вообще мир, что он не туда катится, и его может остановить только президент США. Вот это вот неправильное движение, понимаете? При всей нашей с вами любви к Украине. А Украина — это элемент в этом. Поэтому Трамп сидит одной задницей на двух стульях и будет дальше сидеть. Потому что у него есть свой интерес и интерес Турции. Нужна ли срочная служба в Украине? Я считаю, нет. Контрактная армия, то, что я сказал, 18 лет, независимо, мужчина, женщина, стрелковые курсы подготовки, там первой помощи, такие базовые вещи какие-то. Там на случай ЧП общее знание, все. И дома у всех должно быть оружие.
зарегистрированы. То есть 18 лет прошел эти курсы, там, не знаю, 21 разрешить. Ну, в общем-то, дома должно у всех быть оружие. На такую страну никогда не нападут. Денис, скажіть, будь ласка, Зеленського є за що саджати? Я считаю, да. Но это, не, еще раз повторяю, это не потому, что из какого-то второго или третьего лагеря. Это относительно просто его поступка. Кто похож на Шария? Светлана Манжурова, расскажите мне, кто похож на Шария? Денис, Балашов изменил ваше мнение по поводу налога с продаж, или этот подкаст был записан только с целью аргументировать разницу между вашими предложениями? Вообще не понял вас. Вы, может, пропустили начало стрима, потом отнете, послушайте. Оговорка по Фрейду. У кого? Як ви відноситесь до страхування в австрійській компанії MetLife як доповнення для майбутньої пенсії? Частные пенсионные фонды у меня есть, но не MetLife. Я про MetLife ничего не хочу говорить. Да, напиток сладкий без сахара есть, но я опять забыл его взять в кадр. Я не помню такие вещи. Как привлечь айтишников в Украину, сделать льготы для них или уменьшить, убрать налоги для них? Я категорический противник выделять какую-то одну отрасль, или две, или три. Не может чиновник знать, какая отрасль хорошая или плохая. Чиновник просто некомпетентен в этом. Никто в мире этого не знает. Мы могли с вами предположить полгода назад, что такой рывок сделают в искусственном интеллекте. Не могли мы этого предположить. Так откуда это какой-то занюханный украинский чиновник может знать, вот скажите? Всем одинаковые, неолиберальные правила игры, низкие налоги, ничего не надо особо спрашивать у государства, бери, только делай. И у тебя финансирование для этого еще и будет. Это так только работает. А потом, что прорастет, и прорастет, замечательно. В Украине хорошая стоматология, потому что государство не трогало стоматологов. В Украине хороший интернет, потому что чиновники тупые всегда были и не знали, как можно палки в колеса вставить. Потому классный интернет в Украине, и многие провайдеры хорошо развивались. Рестораны хорошие, одни из лучших в мире в Украине. Почему? Потому что рестораторы, ну да, вот эти санэпидемслужба какая-то, пожарники, ну можно было как-то их это глобально тоже не лезли. Так же и с айтишниками. Благодаря тому, что есть единый налог, 5% можно было платить, благодаря этому и проросло. И дешевая жизнь в Украине. То есть можно зарабатывать в долларах 5% налогов и относительно дешево жить в шикарном городе Киеве. Или Львове, там, или Харькове на тот момент. Это так вот работает. Это не какие-то там закономерности, что какие-то особые люди. Это условия называются. Потому в Америке может Тесла появиться, или Facebook, или YouTube, или все что угодно. Потому что есть свобода, капитал, и, конечно, мозги едут в такие места. Ну и правила игры понятны. Вы только что сказали, что Трамп сидит на 2 стульях, перепутав его с Эрдоганом. Я такого не заметил. Да, подтверждаю. Да, значит, оговорка. Ну, считайте, что по Фрейду. Трамп не тот, это такой масштаб, которому не надо сидеть на 2 стульях. И умным людям это понятно. Тищенко тоже сделал неплохой ресторан, шутка. Для меня вообще загадка. Я вот смотрю на Тищенко, на этот уровень интеллекта. И я считаю, что он там все фронтировал, мутки с недвижимостью делал, инвесторов находил. А реальный менеджмент это делали совсем другие люди. Я в жизни не поверю, что Коля может что-то создать и что-то вообще довести до ума. Вы сказали, что... Так, понял, я уже про это прокомментировал. Так, как вы думаете, кто, возможно, будет кандидатами на этих выборах в Украине? Это я уже много раз озвучивал. На манеже все те же, плюс Мосійчуки, Арестовичи, военные, кто там еще? Притула. Денис, что скажете о BlackRock в Україні? Доброе утро. Доброе утро. Як ви ставитесь до відкладення грошей на пенсію в ПЗУ? Ужасно. Потеряйте деньги. Всі йшли владу накопичувати капітал, потім захищати його. Про Україну ніхто не збирався думати. Да, так завжди було. Так. Глупые вопросы сразу пропускаю. Так, сейчас, секундочку. Друзья, поставьте лайки. Почти 2000 дотянули.
Я, кстати, хочу сказать, что я стрим этот вообще не планировал делать. Я хотел вам немножко дать отдохнуть от себя. Поэтому не знаю, буду на следующей неделе или нет. Денис, у вас есть команда из тех, кто на виду, никакой надежды? Нет, у меня нет никакой команды. У меня нет никакой команды и быть не может, потому что я не политик, я бизнесмен. Во-первых. Во-вторых, у меня есть видение и идеология. И я знаю, как найти людей, которые это способны реализовать. Благодаря вам, Денис, я научился тому, что взгляды некоторых людей нужно игнорировать, а не расшибаться в лепешку, споря с ними. Спасибо. Да, спасибо, що смотрите. Как это так? Не буду отвечать. Денис, а медицина повинна бути по страховці, і хто має лікувати, коли вчаться за гроші? Ничего не понял. Вчаться за гроши — это типа за взятки? А почему вы накладываете страховую медицину? Вы смешиваете мои реформы с текущей системой. Это глобальная ошибка. Я не предлагаю реформы для Зеленского. Я не предлагаю реформы для Гетманцева. Я говорю абсолютно о новом государстве. Вернее, абсолютно о новой системе управления государством. А не смешивать то, что нельзя смешивать. І мені нравиться, а медицина повинна бути по страховці, і хто має лікувати, коли вчаться за гроші. Так ви говорите, що зараз вчаться за гроші, но вас же хтось лечить, правда? Так при чем здесь страховая медицина? Привет из Бердянска. Вам тоже привет. Я бы хотел, чтобы вас деоккупировали. Денис, мы добились того, что нету вопросов про Гея Лероса и остальных. Ну что, было пару, только не про Гея Лероса. Кстати, я с Гея Леросом сделал бы тоже эти дебаты или что-нибудь такое. Ответьте, пожалуйста, интересно ваше мнение. Так, я сказал, я не буду отвечать на этот вопрос. Де взяти лікарів квалификованных? Обучить. И в Украине, кстати говоря, много хороших врачей. Денис, вы видели, что Зеля дал интервью украинскому изданию, заявил, что не верит? Да, я расскажу об этом на следующей неделе. Есть желание провести стрим без политики на тему бизнеса, образования, жизни, путешествий, спорт, питания, досуга. Вы вот спонсор, мне что-то, может, вы поздно присоединились, я повторю. Добавится кнопка для членства в клубе, скажем так, закрытом. Это будут стримы, где я и по видео вас буду включать. И мы сможем говорить о том, что мне не нужно говорить на широкую аудиторию. Это бизнес, само собой, и закрытый контент, само собой. Захотите на этих стримах про жизнь, ну не про там, где не бизнесовая тема, пожалуйста, будем про жизнь. Какой-то был у меня даже здесь стрим, под конец стрима прорвало на вопросы вне политики, причем такие нормальные вопросы, людям понравилось. Хотели даже, ну там и стрим 2,5 часа тут шел. Поэтому все же от людей зависит. Скажи хоть один раз о ВПО, что с ними будет? Не понимаю такой вопрос. Здравствуйте, Денис. Что вы думаете о созидательном обществе? Я глупости не обсуждаю, ерунду разную, фикцию. Денис, не слишком ли Зе уверовал в свое мнимое величие? Конечно, слишком. Он таким был всегда, он не стал таким на посту президента. Тот, кто думает, что это с ним власть такое сделала, власть ни с кем ничего не делает. Власть просто раскрывает в человеке лучшие и худшие качества, как и деньги. А вообще, если про эту тему поговорить, я вам скажу такое. Я уже это говорил. И свой опыт, и вот всех, кого я вижу вокруг во время войны. Детская поговорка. Друг познается в беде. И враг тоже, ну, показывает там, кто есть кто. Так вот, друг познается в беде. Вот война — это беда, и все про всех резко в один момент стало понятно. О ком-то мы догадывались и понимали, что эти люди всегда такие были, оправдывали. Война все расставила на свои места. И в мировой геополитике все показали себя, и внутри каждой семьи отдельной, и вообще и в целом. Мы благодаря Ютубу с вами вот комьюнити небольшое создали. Ну, уже, наверное, там больше, чем небольшое. Конечно, Зеленский пойдет на выборы. Ну, я, во всяком случае, убежден. Скажем так, если Зеленский не пойдет на выборы, я очень удивлюсь. И скажу, что это правильное решение. Вот
Понимаете, я же вообще никогда у Зеленского не пытался найти то, чего нету. Я, наоборот, даже себя в комментах удаляю и гашу дурные разговоры. То, что 80% мэров городов были готовы вешать в Украине триколор, когда был там нехороший момент в начале войны, и только благодаря Зеленскому это не произошло. Ну, он четко обозначил, что мы будем сражаться до конца. Многие мэры расстроились. Очень многие мэры расстроились. Я сделаю видео. Я на этой неделе просто не успел, но практически готово. Поэтому, да, но этого мало. Простота хуже воровства. Этого мало. Когда ты президент самой большой страны в Европе, в такой ситуации, и ты проваливаешь каденцию, и ты являешься при этом человеком не из системы, ну, как бы спорно, но все-таки, да, он не с чиновничьей тусовки, не номенклатурщик какой-то. Конечно, у нас вопросы. Когда у тебя впервые в истории монобольшинство, конечно, к тебе вопросы. У нас же всегда было оправдание, а у меня не было большинства в парламенте у всех президентов. А нам Юля, Петя мешали, еще кто-то. Все, вот у тебя все. Можно, я всегда же еще что говорю, вот должен прыгать с темы на тему. Доротич, с чем я не согласен. Он говорит, я не хочу заниматься политикой маленькой партии, чтобы 5 человек зашло, их коррумпируют, и мы ничего там не сделаем, или их не коррумпируют, и там 5 человек, что они поменяют. Я с этим категорически не согласен. Гитлер вначале заходил чуть-чуть, и что натворил в мире? Это не так работает. То, что купят, а зачем связываться в политике с людьми, которых можно купить? Это вопрос тогда к тебе. Я не говорю, что Доротич плохой. Я в принципе к себе, если бы я завел людей в Верховную Раду, их купили, они продались. Это же есть вопрос идеологии и лидерства. Почему я сейчас это упоминаю? Если ты зашел 5 человек в Верховной Раде, это отсылка к вашему вопросу, 5 человек в Верховной Раде, ты бегаешь, подаешь законопроекты, ты выступаешь, ты хочешь правильно, завтра тебе поступают угрозы. Ты выходишь и говоришь, вот такие-то, такие-то мне угрожали. Или говоришь, такие-то, такие-то сказали, что мы не будем этого делать. Там на фракции где-то там в кулуарах Верховной Рады сказали, не делай этого. Ты разбивался в лепешку, ты все, что людям пообещал, ты все делал, тебе не дали. Какие к тебе вопросы? Ты в следующий раз не 5 депутатов, а 50 заведешь через одну каденцию. Это я к тому, что попытки могут не увенчаться успехом, но ты сделал все, что ты мог, ты действовал правильно. Ничего Зеленский не сделал. Люди мне говорят, одно высасывают с пальца, говорят Дия. Но если Дия это реформы, то не знаю, что вам тогда сказать. Тогда все еще хуже, чем я думал. А ужас в том, что те мэры дальше деребанят. Все мэры деребанят. Туда для этого и идут. У вас 108 тисяч підписників і вже більше 1000 спонсорів. Бутусова 800 тисяч і тільки 1200 спонсорів. Це я до слова. Да, я не знал, я не знал. Наверное, потому что у Бутусова есть другая касса. Пожирнее спонсорів на Ютубі. Денис, якщо ми створимо партію і будемо в меншості, хто приїде назад в Україну? Що робитимемо? Так, якщо ми створимо партію і будемо в меншості. У вас где-то запятой не хватает, не могу сложить. Створили партию, в меньшости, что значит в меньшости? По взглядам из населения в процентном соотношении или что имеется в виду? Я бы хотел, чтобы все вернулись. Зеленский, Янукович номер 2. Мне все время хочется назвать его Ющенко, но Ющенко не трогал руками экономику, а этот трогает. Гитлер вообще сначала пивных свои идеи толкал, выступал со своими идеями, начинал с пивного путча. Да я знаю, я просто, по примеру того, что он сначала же небольшое свое количество завел. А то, что с пивных, так, конечно. Это то, что я, кстати говоря, почему не согласен с Балашовым про поколение. Это в другом совершенно вопрос. Значит, мы что-то все неправильно делали. Приспосабливались, терпели, ну. Я, кстати говоря, не, как сказать, не осуждаю тех бизнесменов, которые для себя приняли решение, не верят, что можно что-то изменить и занимаются собой, своей семьей в Украине. Ну, презирать не презираю. Не согласен, да, но не презираю. Людям, потерявшим все дом, имущество, родину, какую дадут перспективу, что тут непонятно, что тут непонятного, или это уже не граждане? Это вопрос Зеленскому. Денис, ждать вскоре от вас закрытые бизнес-вебинары? Да, на подходе. Подкаст с Балашовым на одном дыхании, его можно пересматривать по несколько раз. Спасибо.
О недалеких людях, 3 слова скажи. Первое: смотрите меня, слушайте, разбирайтесь. 2: дай бог кто-то придет с реформами, подобными моих, за него и голосуйте. Сейчас вы можете что-то конкретное. Я об этом вообще-то говорю каждый стрим. Вы, наверное, невнимательно слушаете. Я даже в видео говорю: что делать, смотрите мой канал. За кого голосовать? За того, кто это мои реформы — это для вас, сверяйте карту. Если вам говорят совершенно противоположное, значит, это негодяй. Меньшинстве в парламенте спрашиваете? Так я ж только что на это ответил, что хоть 3 человека в парламенте — это хорошо. Всі хочуть відвоювати Крим, але коли задає питання, чи готові, щоб ваш чоловік пішов воювати, чи син, то ніхто не готовий. Треба задавати людям запитання, нехай задумуються на своєму прикладі, всі як зомбі. Так я об этом, видите, долго говорил, до Соловьева договорился. Так. Да сейчас смысл я не хочу о прошлом. Давайте не о настоящем и будущем. Сейчас я буду гадать, Кернес — это хорошо или плохо было. И что бы было, если бы. Если бы выбрали не Кравчука, а Черновола, не было бы ни войны и 99% проблем, с которыми мы столкнулись. Я с бизнесменами разговариваю, из Киева, и себя ловлю на мысли. То же самое. Да вот это вот начали, запланировали ковид, да вот тут вот это вот война. Ну, те, кто вот реально шевелятся, реально делали бизнес. И думаешь, елки-палки, а те, кто постарше, так они еще и оранжевую революцию, что там одно, там сколько всего было, а там же скачок курса был, помните, с 5 на 8, кризис, 2008 год еще, я тогда бизнесом не занимался. Ну, караул просто, караул. Сколько мы всего уже пережили. Есть отдельные, конечно, уникалы, которые супермены, я их так называю, но мы не будем о них. Треба починати з президента. Да ні, ну это фантастика, то, що ви говорите, з президента. Щоб стати президентом, нужна узнаваємость стопроцентна. Там вище було питання про музику. Кажуть, що через її прослуховування ми фінансуємо ракети. Це правда? Це повний бред. Это полный бред. И то, что там сейчас кошмарят людей за какие-то... Это такой бред. И я что переживаю за послевоенную Украину? Я прежде всего переживаю за вопрос языка. Сейчас уже люди начинают ругаться. Да зачем между собой ругаться? Я просто сейчас... Пройдут кое-какие события, мы больше будем об этом говорить. Это такая дурость сейчас ругаться за язык. Это такая дурость. Или там тот в окопе, тот не в окопе. Нельзя этого делать. Ты музыку тут ты финансируешь. Это уже все, что хочешь, лишь бы поругаться и разъединить людей. И телеграм-каналы с удовольствием это тиражируют. Это ужас, это ужас. Говорят, 10-20% любого общества пассионария, остальное 80% болото. На какую часть общества вы будете направлять свою энергию? Людмила Николаевна, а вы как спонсор канала как думаете? На кого я направляю свою энергию? На болото или на пассионарию? Если вы спонсор канала, думал, вам очевидно. Я неоднократно говорил, что я не работаю на 80%. Даже цифру эту называл. Я работаю на 20%. 80% куда подует ветер, туда они пойдут. Нет, знаки инаугурации это не ко мне. Добрый день, что скажете про Грузию, что ее ждет, то украинцы нагнетают, что будет война и здесь. Мне жаль Грузию просто. Смотрел видео с Балашовым, супер. Единственное, очень хотел бы услышать вопрос про его видео Ермак за 5-10. Задайте ему. Так. Артемиш, я же вам уже отвечал минут 15 назад. Вы игнорируете конкретные вопросы на вашем канале. Многие вас уважают и поддерживают, но очень далеки от ситуации. Скажите им по-доброму пару слов, как нам конкретно действовать дальше. Добра вам. Я ничего на своем канале не игнорирую. Я провожу прямые эфиры каждую неделю. Тут не отвертишься ни от каких вопросов. Я вам отвечаю, что делать. Вам становиться спонсором моего канала для начала. Репосты делать. Рассказывать друзьям. Тиражировать информацию. В цифровом пространстве протест высказывать. Без улиц, без ничего. Начнется предвыборный процесс. Вы от меня услышите конкретно совсем другие советы. Вы должны понимать, что война идет. И руки связаны, и существование страны под угрозой. Ну, уже я не хочу таких там нагнетать страстей. Ну, в опасности страна. Денис, смотрели интервью Никонова Анатольевича? Как вам в целом его суждение мысли? Значит, посмотрю. У меня добавлено смотреть позже.
Я до какого-то момента очень сильно Никонова уважал. Это, может быть, какие-то остатки наивности во мне были, я не знаю. Никонов классно строит. Я жил в его жилых Никонов классно строит. Он хороший предприниматель. Но я искренне, я уже это рассказывал, но раз спросили, повторюсь. Я не понимаю людей, которые выходят в интервью, говорят, я чуть ли не либертарианец, и Гетманцев коммуняка, и надо налоги понижать, и НДС это зло. И слушаешь, душа радуется. А потом расследование. Он отдал дом Кириллу Тимошенко, чтобы Кирилл Тимошенко дал ему места под застройку, чтобы получить госзаказ на постройку недвижимости, типа, чтобы потом раздавать людям, которые... Ну, не знаю, не знаю. Я не хочу против себя настраивать Никонова, не хочу говорить, что он плохой. Он, понимаешь, вот в том-то и дело, когда у тебя крупный бизнес в Украине, это уже политика. Просто можно это делать, но по-тихому финансировать того, кто продвигает те идеи, которые ты тоже считаешь правильными. Другой разговор. Поставьте лайки, друзья, пожалуйста. Денис, постоянно думаю, что много лет назад Скрябина убрала наша власть за то, что он много говорил правды. Интересно ваше мнение. Я последние дни читаю такое через день, и я просто поражаюсь таким людям, которые так считают. Да что сделал Скрябин, чтобы его убивать? Вышел, сказал, что нужно всю Верховную Раду расстрелять и побить. Но это что, мало кто такое говорил? Скрябин что, политикой занимался? Он людей собирал, он партию. Что сделал Скрябин? Мне понравилось какой-то вообще, ну, недоумки ж бывают разные, пишет Скрябина, Черновола. Всех оппозиционеров, типа, скрутили, кого-то убили. Скрябина, Черновола, а потом, внимание, Шария Дульского. Я сижу, я думал, это бот, это реальный человек. Так и вы мне. Скрябин никакой идеи вам не предлагал. Культовый для Украины музыкант, без вопросов. У него не было никаких идей, не было никаких предложений. Просто критиковал, говорил то, что люди говорят на кухнях. Зачем его убивать? Таких людей пол-Украины, какую он опасность представляет? Ще було питання про ЛГБТ+, повістку, пропаганду серед дітей і т.д. Чи зупиниться вона на Західній Європі, чи можливо в Україні? Можливо в Україні, зависит от того, кто будет следующим президентом США. При Трампе это тормознется тема. Или при Десантисе. Десантис во Флориде это запретил. Ваше видение, как бы вы решали вопросы сбежавших от войны, потерявших все? Это вы сейчас пытаетесь, чтобы я опять свои взгляды на текущую систему. Потерял жилье, тебе нужно его компенсировать из-за войны, потому что тебе государство не выполнило Конституцию, не обеспечило тебе безопасность. Точка. Мужчины, которые нелегально выехали, все должны быть амнистированы. Все до единого, без никаких нюансов. Все, кто там где-то налоги не заплатили, кредиты не погасили во время войны, все обнулить. Я, подождите, уже анонсами забросал, там новая феерия у них начинается. Дождите следующей недели. Может быть, действительно надо еще один стрим посреди недели сделать, но просмотры не радуют. Народ, насыпайте лайки, правильно. Так, а вот и первый небесный Иерусалимщик. Сразу в бан. Так, сколько уже получено пожертвований от спонсоров, интересно. Спонсоров больше 1000. Спонсоров больше 1000. 30% забирает YouTube. Среднее спонсорство чуть больше $1. Так, Наталья Елиосова, у нас похожая фамилия, спасибо. Так, извините заранее за вопрос. А жене предлагали сниматься с вами в видео или на стримах, общаться? Было бы красно. Жене? Моей жене? А зачем? Так. С Натальей Холоденко предварительно договорились записать подкаст.
Зря вы так, вышел свидетель. Я вам говорю так, как оно есть. Денис, ты за Эрдогана? Только рассказывал 20 минут, ты за Эрдогана. Так, газета The Washington Post удалила из интервью с Зеленским фрагмент, в котором журналист спрашивал его контакт ГУР с главарем Вагнер Пригожиным. Я же говорю, не читал еще этого. Оголосити партію народу і усім українцям стати її членами з внеском 10 гривень, виграємо вибори, зробимо реформи. Партія народу і всім українцям – це большевики. Я не Ленин, слава богу, и не большевик, и не могу им стать, даже если бы сильно захотел. Значит, все внески 10 гривен – это… Я тоже был таким наивным и думал, что это так работает. Я думал, что вообще не проблема, чтобы 10 тысяч человек, да по $10 каждый месяц, да мы тут сейчас. Нет. Пока 1000 человек с жесткими потугами, потому благодарен каждому. И не по $10, а по доллару. Погода в Киеве уже ближе к лету. Киев весной, понимаете, Украина и Киев в частности, зима по-своему. Я только вот не люблю позднюю осень. Раннюю осень люблю, позднюю не люблю, когда уже ноябрь, там такая нехорошая погода. Хотя последние годы климат поменялся. Нет, я не ходил еще на НБА. Денис, слышал такую мысль, что война согласована между Путиным и Байденом. Что думаете по этому поводу? Такой мысли я не слышал, но кое-что интересное я расскажу на следующей неделе. Инсайт, который есть. Хочу проверить просто. Так, если бы уже успел проверить, то сегодня бы рассказывал. Ну и хорошо, потому что мало зрителей. А разве это не то же самое, как сейчас, например, Никонов станет финансировать изменения, которые вы предлагаете, все равно крупный бизнес-политика? Нет, так крупный бизнес-политика. Если крупный бизнес, например, Поперечнюк и Никонов, не могут открыто выступать за те вещи, которые им близко к душе, как они считают, боятся давления на бизнес, они тогда должны бы финансировать тех, кто это делает по-тихому. И все. И им это было бы выгодно на самом-то деле, потому что тогда бы была капитализация их бизнеса. Тогда бы новая почта стоила $1 миллиард, и бизнес Никонова, возможно, $1 миллиард бы стоил. Поэтому… Денис, слушаешь музыку Росисполнителей, финансирующих армию, а то, что через нашу страну они свой газ качают, так это не финансирует армию. Так я ж почему говорю, это такая дурь, это просто в голове не укладывается. Як діяти бізнесменам, коли банди воєнкомів зі зброєю вриваються на комерційні території, кошмарять клієнтів та робітників повістками та штрафами? Выходить в публичное пространство. Это позор. Это позор. Потому что ЗСУ, я 1000 раз повторяю, это почетно должно быть. Почетно. А не дурачок какой-то неправильно себя повел, попал во все СМИ, как же его наказать? На тебе повестку. Так это что тогда получается? Это как Пригожин, зэков набираем в армию или что? Это дурь просто. Нет, не видел, что Соха горел. Ну, Днепр — криминальная столица Украины, ничего удивительного. Есть ли реально большой шанс у Арестовича хотя бы пойти в президенты? Арестович точно пойдет в президенты. И еще раз говорю, дождитесь мой инсайт. Я расскажу вам много интересного. Даже если это не окажется потом правдой, ну, есть о чем подумать. На пустом месте точно такие разговоры не возникают. Скажем так, это точно правда. Вопрос, собираются ли это реализовать, то, что я узнал. Мы не будем делать подкаст с Балашовым по программе моей и его, потому что эти программы, во-первых, очень похожи, во-вторых, сейчас не время споров. Я сказал, что мне нравится и 5.10, и моя система, и Себастьяновича предложение 1% транзакций, мне все это нравится. Сейчас вопрос, вот стена, баррикады. Мы здесь, госаппарат коррумпированный здесь и раздутый. И мы здесь должны сначала, те, кто здесь, оказаться здесь, то есть у власти. А там мы уже решим, какое что вводить. Денис, тебе было бы интересно интервью с Раминой? Ну, записать с ней, поговорить о ее медиа, да, можно. Но понятно, что никогда этого не будет. Мне любой пиар хорошо, потому что мне нужны сторонники и нужна аудитория. Привет, за кого голосовать на следующих выборах президентских? За Ива Бобула или Верку Сердючку? Так, Денис, ты сегодня уже говорил про Грузию, что отменили визовый режим, прямые рейсы из РФ в Грузию. Я говорил, что мне жаль все, что происходит в Грузии.
И я удивлен, что грузины это терпят. Андрей Илларионов говорил о том, что Байден соавтор войны вместе с Путіним. Ну, ясно. Якщо програма не міняється, то хай хоч чорт фінансує. Я с этими повестками даже в магазин не могу поехать за новыми девайсами. Это неправильно. Только не Рамине. Денис за Рамину ранее говорил, как и за Ефросинину. Да, для них это все карьера. Денис, вас смотрят в ОП, вас уже были сейчас приветы от них. Вообще какая-то реакция, что они вас не рассматривают серьезно. Я вообще-то в политической миграции нахожусь. Что вы думаете о втором сроке Зеленского? Будет ли он баллотироваться? Я уже отвечал. Посмотрите по тайм-кодам. Арестович позор Украины, а президент за галежах. Вот с кем бы я подебатировал, так это с Арестовичем. Я серьезно говорю. Денис, смотрел интервью с Залужным? Если да, какие не смотрел. Но мнение про это говорил, про Залужного. Так, я вважаю, що тим дурням за Росмузику дали справедливо повістки, тільки боронити країну зі зброєю – це дуже престижно. Їм максимум лопати в руки і на підсобні роботи. А я ж не говорю, що ті дурики, они молодцы. Это, ну там же на лице все написано. Там же понятно, кто это. Но повестки не должны быть наказанием, я к этому веду. Денис Арестович говорив, що якби не посада, пішов би на фронт. Цікаво, що він розповість, якщо йому задати це питання в лайв. Та я бы с ним дебатировал не для того, чтобы его ловить, а по суті, по факту. Раніше не розуміла, чому ви так дратуєтеся, коли люди задають питання. Почала постійно дивитися стріми, зрозуміла, що питання одні й ті самі. Да. Я не проти того, щоб ви спорили, а більше об ідеях в програмі лишний раз не помешает. Ну, видите, такое решение принято. Вы бы заснули с Арестовичем. Не, я ж не Фейгин. Поэтому ему было бы тяжело. Но поскольку он парень уверенный в себе, я думаю, для него была бы это не проблема. Так, Холоденко ждем. Да, я тоже. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайки. Кто хочет стать спонсором канала, в закрепленном комментарии ссылка. И обязательно на телеграм-канал подпишитесь. Это очень важно. Телеграм-канал – это продолжение YouTube-канала. Снять видео или стрим – это целая история, а напечатать – это быстро. Привіт, дивився відео тільки що з Балашовим. Радий, що сіється ідея об'єднання спільних цілей саме в такому форматі. А как же Ермак? Он тоже, по-вашему, пойдет в президенты? Если Зеленский не пойдет, то Ермак пойдет. Людей мало на етері, і чат повільно йде. Да, мало, количество уменьшается. Пока я это связываю с погодой, ну, не знаю, что про YouTube сказать. Не можу перейти за посилання на спонсора. Скорее всего, у вас iPhone. Да, должен всегда это говорить. И в видео буду вставлять соответствующие инструкции скоро, сделаем. С iPhone это не работает. Вам нужно с компьютера зайти. Неплохой чувак Арестович, то поехал в Италию, потом приехал, теперь ездили на форум в Швейцарию, вернулся. У человека нет проблем с пересечением границ. Ну, конечно. Есть особые люди в Украине, суперлюди называются. Так, Скрипин. Скрипин никогда со мной не будет делать эфир. Думаю, дело в погоде, вечерком прогуляться хочется, зимой обычно такое время уже дома. Ну, другого объяснения нету, потому что только настала погода, уменьшились просмотры. Понятно. Сейчас будем... Добкин пойдет на выборы. Вот... Что отвечать таким людям? Зачем оно вам надо, этот Добкин? Лена Зеленская отговорит мужа идти еще на один срок. Она его от первого отговаривала, видите, что вышло. Я это точно знаю. Шашлыки. Вчера весь Труханов остров в шашлыках, как и левый берег. Понял, понял. Мне сказали, что в Киеве жизнь бурлит. И еще сказали, что в Киеве продукты очень подорожали. Наверное, по всей Украине. Як на мене, розглядати деталі реформи не зовсім правильно перед скорою наступальної операції. Ержан пишет. Значит, Ержан, я вам отвечаю. У меня записано видео, которое действительно выглядело бы в нынешние времена неважно. Подкаст. На 1 миллион просмотров. И я об этом сказал. И я его покажу, когда это будет уместно. Что касается реформ, то мой инсайт, который у меня есть, я его озвучу на следующей неделе.
покажет, что вы выглядите сейчас глупо, когда вы так считаете. Покажет, что вы до сих пор наивный, и вы не понимаете, что такое огромные деньги, что такое чиновники и олигархи. И пока вы так думаете, вы узнаете, чем на самом деле занимаются они, и что вас ждет в ближайшем будущем. Я вышел прогуляться под ваш стрим и всем советую. Поддерживаю. И поставьте лайки, пожалуйста. Зеленский приезжал в Изюм, приезжал несколько раз в Херсон, стоял на открытой площадке, 0 обстрелов. Какую причину того, что его не убирают, вы видите наиболее вероятной? Причина в том, что вы не смотрите мой канал. А я уже 1000 раз рассказывал, что бывший премьер Израиля Нафтали Беннет у Путина спрашивал, собирается ли Путин убивать Зеленского. Путин сказал нет, несколько раз переспросили его, удостоверились, и после этого Зеленский начал с офиса президента на улице записывать видео, а не в бункере сидеть. Вот и все. Так что подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, и всем советую. И вообще, вас это так тревожит, я лично смерти Зеленскому не желаю. Что думаете про я могу его презирать как президента и даже как личность, но я вне таких игр. Что думаете про опасения антидемократического тренда захвата демпартии власти США, выдавливанием госаппарата свободомыслия, такого как Трамп? Я ничего не думаю, это факт, это происходит. Скучаете за Киевом? Да. Вступят ли войска Беларуси на территорию Украины официально? Вполне возможно, в разгар контрнаступления. Все гадают, что далі буде, может, скажете хорошо, плохо или так-сяк. Стрім перенесено на 22:00, было більше людей. О, это, кстати говоря, вопрос, который я хотел делать именно опросом. А вы мне, пожалуйста, напишите сейчас. Сейчас. А вы мне, пожалуйста, напишите, может, действительно, раз такие времена настали, на 22 это поздно, может, на 21:00 стрим перенести? Это вариант первый. Давайте так, или. Вариант первый, оставляем стрим на воскресенье, но переносим на 21:00 начало. Вариант второй, оставляем 20:00, но проводим в какой-то будний день. Потому что как бы будний день меньше вероятность, что люди пойдут вечером гулять, все-таки рабочие дни. Напишите, пожалуйста. И сейчас на все вопросы, потом после этого вопросы продолжится, дальше общаемся. Мгм. Пока вы там отвечаете, просто вопрос зачитаю. Как вы относитесь к тому, что Арестович сказал, что русский язык в Украине не должен преследоваться? Смотрите, мне может не нравиться Арестович, и мне хочется его медийно размазать, но тут он прав, и он понимает, о чем он говорит. 20, 21. Ну да, разделились люди. Будний день явное меньшинство, точно. В чем прикол с языком, почему он прав? Потому что людей надо объединять, и есть исторические моменты. И в моем плане реформ тоже это сказано. А мне тяжело на стриме общаться с людьми, еще и вступать в дискуссии, которые не смотрят мои видео. Ну, что мы можем сделать? Я могу как-то в будний день в 22:00 провести стрим. Просто посмотрим, какие будут результаты, чтобы понимать. А потом уже... А один пробно можно в воскресенье в 21:00. Будем методом проб идти. Давайте и так попробуем, сделаем замеры, а потом решим. Ведь помните, у меня была практика, когда я перенес стрим, раньше мы делали в 19:00, и просмотры упали. Я вернул в 20:00, просмотры резко пошли вверх. Тут это все очень чувствительно, а потом алгоритмы уже включаются. Так, спасибо. Вот поэтому, чтобы заинтересовывать новых людей, нужно отвечать на вопросы, которые 40 раз уже обсуждали, по-другому не получится. Я, знаю, я обожаю вообще советы людей, которые дают советы в том, чем они никогда не занимались.
А відео було, яке мало дивитися розвідки різних країн, чи буде? Пока гость взяв паузу потенциальный. Считаете ли вы, что половина команды Ермака действует под влиянием России? Тоже еще один человек, который мой канал не смотрит. Да, считаю. Только не половина, а вся команда. В телеграм-канале тоже сделаю опрос. И внутри Ютуба сделаю опрос в сообществах. Что думаете о выступлении Украины на Евровидении? Ну, нормально, но это не было номер для победы. Просто достойно. Денис, стоит ли слегка девальвировать гривну, допечатать, чтобы найти деньги на зарплаты военным? Нет, это полная глупость. Но я думаю, что так сделают, потому что нет уже другого выбора. Или отправлять, ну понятно, я понял. Я работаю на канале 3 плюс миллиона подписчиков. Так напишите сразу на каком канале. Майский Рустемович. Вы вот пишете со смайликами, и, ну это как издевательство. Я тут 100 раз только за сегодня сказал, что перейдите на мое видео про реформы, а вы мне даете совет, то, что я уже делаю. По 40 раз отвечаю на вопрос, даете совет. Так я и так отвечаю 40 раз на одни и те же вопросы. Люди уже даже ругаются за это. Это цирк просто, цирк, то, что вы делаете. Да, с Табахом будет. Ну, договоренность есть. Денис, как думаете, те 73% осознают, что совершили ошибку, или нам светит вторые 73%? Я вхожу в те 73%, я голосовал не за Зеленского, я голосовал против Порошенко. Для меня любая надежда лучше обреченности. Я голосовал за надежду, хоть и слабую. А вы сейчас пытаетесь опять обвинить людей. Наскільки важко жити в США, не нанявши бухгалтера-юриста? А зачем простому человеку нанимать, я имею в виду, если у вас нет бизнеса, зачем вам юристы? Никаких проблем. Бухгалтер вам нужен раз в году декларацию подать. Денис, похоже, на вас подействовал эффект Балашова. В чем? Денис, большое вам спасибо. Приятно вечером слушать голос умного человека, тем более, если он с любимой Украины. Спасибо вам большое. Так, ну поки не згоден з вами з приводу трейдинг валютних пар, це не бізнес. Ти працюєш сам на себе, створюєш торгову систему. Цей весь шлях займає стільки ж, як построєння бізнесу з помилками, мінусовими місцями. То, что вы говорите, способны делать и реально на этом зарабатывать, там 1% людей. Потому для меня это не бизнес, это какие-то уникальные люди, которые вот это. И это очень часто плохо заканчивается. Я знаю это из жизни. Поэтому я не хочу людей на это агитировать. Тот, кто для этого создан, тот сам к этому придет и не будет спрашивать, стоит мне этим заниматься или нет. Если есть сомнения, конечно, я буду говорить, что нет. Так. С Панасенковым будет, но намного позже. Реальний рейтинг Зеленського це в першому турі 33%. Ну, да. Я голосовал против Пороха, но лучше бы не голосовал вовсе. Я где-то такой же позиции, как вы. Ну, каким Дудем? Ну, люди, ну, о чем вы говорите? Ну, нереальные вещи зачем обсуждать? Кто мне рассказывает, пригласив Трампа в подкаст на полном серьезе? Ну, давайте как-то ж это самое. Потому что потом будут смотреть в офисе президента и думать, что у нас тут сборище маргиналов. Денис, вы правы в том, что наши люди ждут, когда за них все сделают, и это печально. Простой пример, вы поведали о книге Переса, люди все ждут, когда вы про нее расскажете. Да не, людям просто интересно, я думаю, что это некорректное сравнение. Не згоден з вами з приводу... Так, я уже вам ответил. Как тогда, если Юго-Восток большинство на российской мове розмовляє, криминал на них вешать и в батальон ВСУ теж русские, там как? Пишите связано. Надо уменьшить количество депутатов, и будут деньги. Без обид, типичное пролетарское заблуждение. Не мыслите как пролетариат. Я 100 раз говорил, что не нужно сокращать количество народных депутатов. Нужно сокращать порог входа в Верховную Раду. Если там будет 200 депутатов, вы сэкономите 3 копейки. Вы даже не понимаете, какие это крохи в масштабах государственного бюджета. Или ВВП тем более. Это
Каплей в море даже не назовешь. А ви як пролетарії, от надо менше, или там люди, треба менше красти, тоді будуть гроші. Ну от я для таких, конечно, для таких не работаю. Это демагоги просто, ляпнуть что-то без желания вникать в детали. Нет, депутатов надо 450, и президент надо. Тогда есть какая-то надежда на демократию и на шансы что-то изменить. Это так же, как Любарский в древе реформ, этом, дерево воли предлагает там, ну, как это правильно объяснить? Я рассказывал, то 10%, чтобы ты настукачил про коррупцию, тебе 10% заплатили. Опять страну превращать как бы в такое подобие совка. Это называется стравливать граждан между собой. Это нельзя делать. И там же он говорит, что у президента нужно забрать законотворческое право. Тогда Украина обречена на провал. У нас, запомните, один есть только шанс. Случайно, скорее всего, президентом Украины станет тот человек, который все изменит. Если представить, что нет института президента в Украине, только парламентская республика, все, кранты. Поделили олигархи сферы влияния без шансов. Вот тогда точно без шансов. Они сделают так, какая была цель у Ахметовой кампании. И Гордон, помните об этом? Президент не нужен, президент не нужен, президент не нужен. Да, они хотели упразднить институт президента, сделать парламентскую республику, оставить 200 народных депутатов, 5 олигархов по 40 человек завели, порог входа сделали 10%, чтобы это финансировать могли только топ-олигархи, 5 человек или 7. До свидания. А вы до сих пор живете вот этой дурью. О, ваше отношение к Геолерусу. Видите, а вы сомневались. Приглашаю Геолероса на подкаст для того, чтобы эти вопросы прекратились. Передайте Геолеросу. В первом туре за Зеленского тоже. Но за Порошенко не голосовал никогда, даже когда было АТО и рассказывали, что мы потеряем Украину, однотуровый. Я не голосовал за Порошенко, чтобы просто не быть причастным к этому, к этой грязи. Я испортил бюллетень тогда. Денис, вы когда-то ходили на курсы ораторского мастерства? Ну, конечно, нет. Вы что, не слышите у меня киевский акцент, шоканье, гэканье? Какие курсы ораторского мастерства? Что там слышно с задержанием Червинского? Писали, что героя Украины, который задержал Гиви Моторолу, ловили Романа Ивано-Франковску как пса, сволочь, Ермак Татаров, что нужно делать, спасать. Выборы в Турции вы за кого и почему? Против Эрдогана, потому что он диктатор. Якщо президент буде нормальний, є шанс, якщо один із депутатів буде нормальним, він не зможе протистояти більшості і не вплине на політику. Тому краще президентсько-парламентська, однозначно. Марк Солонин недавно очень классно рассказал, что такое Советский Союз, просто ужас. Послушаю. Если есть стадо, есть пастух. Цой, Черновол, Скрябин, одного поля ягоды, а шли у нас по ДТП, жаль. Огромное спасибо, на многие вещи открыли глаза, многие вещи переосмыслил. Ставьте лайки, друзья, спасибо. Денис, как вы считаете, стоит ли в Украине получать высшее образование? Я считаю, нет. Гео под Коломойским? Конечно, нет. Он к Коломойскому не имеет никакого отношения. Он к Порошенко имеет отношение. Раньше у Генпрокуратуры была обязанность защищать людей, потом убрали. Ваше мнение, его нужно вернуть? Да, Генпрокуратуре какое не дай обязанность, оно будет заниматься своими делами. Это же вопрос системы, а не конкретно Генпрокуратуры. В Украине какое-то невероятное вообще преимущество у обвинительных приговоров. У нас почти никого не оправдывают. С айфона спонсором стать технически невозможно, потому что Apple не договорился с Ютубом, с Гуглом. Поэтому у всех, у кого айфоны, и вы хотите стать спонсором канала, сделайте, пожалуйста, это через компьютер. На компьютере прямо на главной странице есть кнопка «Спонсировать». Это точно влияет на развитие канала. Нет, Ольга Яремки, я не знаю, кто это.
Краща і ефективна диктатура. Всі, хто при владі підрост... Нет, все, до свидания. Як в Китаї, едьте в Китай, я эти дурости не хочу слушать. Привет из Германії, вам привет. Для розкрутки потрібно, щоб у вас взяли інтерв'ю Раміна, Єфросініна і т.д. Подумайте, як їх зацікавити. Ну, ви даєте. Станцювати і спеть предлагаєте. Мені просто подумайте, як їх зацікавити. Як зацікавити людей, які займаються кар'єрою, як це, паразитируя на Україні. Ну как я могу заинтересовать их? Их что, реформы интересуют? Их интересует политическая миграция, преследование? Их что-то умное интересует? Як зародилася думка у вас стати підприємцем? Бабки нужны. Вот и вся думка. Чем меньше депутатов, тем их легче купить. Ну, тем дороже, но система упрощается для олигархов. Как вы думаете, если отменить налоги в наиболее пострадавших областях, они строятся быстрее, бизнес, по идее, сам отстроит? Если вы в отдельных областях отменяете налоги, тогда в этих областях появляется... Когда-то была зона, как это называлось? Зона вильной торги... Нет, как это... Короче, какая-то свободная экономическая зона на Донбассе. Вырос Ахметов и Янукович. И всякие другие там, Юры Инаковские и так дальше. Поэтому только по всей стране. Если вы делаете в отдельных регионах, там просто появляются новые царьки, новые олигархи. Для всех одинаково просто. И я категорический противник всяких прогрессивных систем налогообложения. Это налог на успешность, это дурь просто полная. Куди вложити $1000 в 16 років? В 16 років в себе вкладіть їх це буде найкраще. В образование. Кто хуже, Шари или Притула? Ну, это вообще две разных птицы. Ну, как вам только такое в голову приходит? Ну, конечно, Шари. С айфона идете на компьютер, и с компьютера заходите на мой канал, и там есть кнопка «Спонсировать». Все точно так же, только с компьютера надо это сделать. У кого айфоны? Нет, ну так баскетбол был работой, конечно, Антон. Денис, если не секрет, где вы взяли первый капитал на бизнес? Это мне сразу, когда такой вопрос задают, мне приходит в голову этого, как его? В очках, Тарута. Если нет стартового капитала, то нужен стартовый пистолет, так у донецких. Да, так они и делали. Так, птички рашкинские отрицательно взлететь. Не понял вас. Я хоч і не юзер айфону, але впевнений, що можна стати спонсором, зайшовши через браузер. Да, или можно через... Я на компьютер, чтобы упростить. Или через браузер, там, заходите, если у вас iPhone через Safari, там, скорее всего, вы пользуетесь. Точно так же на канал и делаете. Стартовий капітал продав квартиру. Податок на успіх це як податок на інтелект, да. Прикольно, Шари критикует чувака хуже него. Не понял. О чем это вы? Видел в Укрновостях, Зеленский обвинил Трампа, что он не закончит войну. Да. Дождитесь видео на следующей неделе. Будет. Да, с айфона тоже можно, не из приложения, из браузера. Только что я это сказал, и надеюсь, что люди этот совет послушают. Нельзя, в айфоне нельзя именно с приложения YouTube, с браузера можно. Так, якщо кукурудза може рости без сільського господарства і всяких сільхозакадемій, то і медичні послуги можна надавати в приватних клініках, робити складні операції, розробляти вакцини без них. Так это так и происходит во всем мире. Денис, ваше мнение по поводу обмена Богуслаева на 1000 наших пленных? Да нет никакого у меня мнения на этот счет.
Здравствуйте, с Романенко эфир хотите провести? Как к нему, Фельдману, Дацюку относитесь? К Романенко и Дацюк 2 контрацептива, а Фельдман вроде так ничего. Денис, уже и Залужный сказал, что они все знали заранее о том, что будет война. Зачем нужно было вранье, что они ничего не знали? Затем, что все постсоветские страны, как и Советский Союз, ни во что не ставят жизнь людей. Вот и все. Для них жизнь человека ничего не значит. Поэтому я на примере Чернобыля это говорю. А потом дальше ничего и не менялось. Не, полуфинал ЛЧ не удалось посмотреть, НБА смотрел. Нет, конечно, я в Майами арендую жилье. А все медийные люди что, взяли в руки оружие, реально защищают Украину или только пиарятся? Конечно, пиарятся. Но еще там, ладно, просто когда, или когда это женщины делают, а когда начинаются вот эти, ну и женщины там некоторые это тоже делают, вылазки типа с понтом под Бахмут, и ну, вопрос, зачем? Или когда чудак, который уже там в каких только шоу не участвовал, натягивает на себя тактическую одежду, и уже он уже военный корреспондент, а потом он уже с Подоляком в офисе президента фоткается, это только смех вызывает. Друзья, поставьте лайки, пожалуйста. Именно под видео, это очень важно. Денис, ви відкрито підтримуєте Трампа, і це ваше право. Але більшість людей в Україні підтримують Байдена. Які у вас аргументи, що Трамп не піде на зговор з Путіним, якщо він стане президентом? А почему у меня должны быть аргументы на ваши догмы? Вот почему у меня должны быть аргументы на ваши догмы? Вам приснилось, что Трамп может пойти на сговор с Путиным, а я должен это опровергнуть. А если вам завтра приснится, что Трамп, я не знаю, хочет напасть на Украину, я тоже должен это опровергнуть, что он не хочет напасть на Украину? Идите сами с собой варитесь в этой каше. Залужный сказал, что война закончится, когда вернем границы 91 года. Я надеюсь, что это просто как бы для России он это сказал. Потому что тот инсайт, который у меня есть, ну, дождитесь, пожалуйста. Считаешь ли правильным отношение к Ломаченко по поводу его отношения к УПЦ? Ломаченко это ватник. И все этим сказано. Так. За кого сейчас в плей-офф НБА после вылета Golden State? Ни за кого. Пусть побеждает сильнейший. Денис, добрый вечер. Смотрел интервью Гордона с Федоровым. Какое ваше мнение о Мелитопольском мэре? Никакого. Я помню, что его выкрали, а потом его СБУ или разведчики забрали с плена. Ну, то есть он явно не сепаратист, в отличие от многих мэров. Ну, не так, не сепаратист, а не потенциальный сепаратист. Хотя я уверен, ему там и деньги предлагали, и все остальное. %80 бюллетеней проверили, Эрдоган 50, Килыч дорогу 47 сейчас и 3. Есть еще шансы? Думаю, нету. Все равно на какое время правильно, главное правильно поданная информация. Ну, нужна же аудитория. Она просела. Устала спрашивать, как стать спонсором, с айфона не работает ссылка. Отвечаю 5-й раз. Вот я 5 раз ответил, а вы все не видите. Вам нужно через браузер зайти, в YouTube на канал, там на главной будет сразу кнопка спонсорства, или через компьютер. Олеся Савицкая, это я вам персонально, потому что уже вам ответили 5 раз. Так, Максим Кравченко, во-первых, спасибо за спонсорство. Те, що через 2-3 дні після повномасштабного вторгнення ці криптокомуністи з російською агентурою раптом стали відміняти ПДВ, відзивати перевірки регулювання бізнесу, це того, що рашисти вже були біля центру прийняття рішень.
Это потому, что у них в одном месте загорелось, что теперь по-настоящему экономика в опасности, а кто же спасать будет, как не предприниматели? И Зеленский выступил, что он там суперлиберальный, ребята, бизнесмены, спасайте страну. А потом удалось героически народу, ВСУ отбиться, и уже включился Гетманцев. Як тебе Андрей Шевченко как футболист? Как футболист великий. Все остальное это не буду даже комментировать. В том числе и личное качество. Есть такое в українському язикі слово, мені дуже подобається – тюхті. Можливо, я пропустив, але здалося, що нальоту дронів 9 травня на Москву не було. З чим це пов'язано? У вас є інформація? Ні з чим не пов'язано. З чим це може бути? Хто вам це обіцяв? Кроме всяких піарщиків. Зачем украинцам выбирать между Трампом и Байденом? Но у нас есть такая национальная забава. Свою страну уже про это самое. Теперь надо еще для американцев повыбирать. З айфона не змогла стати спонсором, зайшла в Android, все вийшло. Я ж говорю, это с айфоном, потому что Apple не договорился с Google. Там комиссии и все остальное со спонсорства. Поэтому либо компьютер, либо с браузера с айфона. Ух ты, Владислав Рыков, вип-спонсор. Класс, спасибо большое. Шевченко, кум Павелка, этим все сказано. В том числе, да. И уже поругались все равно. После окончания войны как будет взаимодействие с Россией у нас? Я думаю, много-много лет без всякого взаимодействия. Ну, официального. В тени всегда будет торговля. Ну, под столом. Денис 40 лет прожил в Америке. Понял. По всіх ТГ-каналах інфа була, що більше 1500 дронів буде летіти, 1100 учасників, 20 мільйонів винагорода, ніхто не ризикнув. Значить, это сделал Яценко, который, по информации с прессы, конечно, обворовал Приватбанк, а потом решил попиариться 20 миллионов гривен тому, кто на Кремль посадит дрон. Это все ни о чем. Почему турки голосуют за Ердогана, надо у них спросить. Ніяких, на жаль, тваринок домашніх зараз в домі не маю. Какие министерства вы бы упростили и какие бы добавили? Я бы только срезал министерство. Там надо ставить буквально 3-4 министерства. Юстиции, МВД. Витя, дальше надо еще подумать. Так, если Зеленский выступал и на немного вводил хотя бы полулиберальные реформы на небольшое время, значит, он все-таки понимает в этом, просто не хочет или как понимать? Это значит, что он наоборот все очень хорошо понимает и не хочет. То есть, когда уже не осталось вариантов, он это сделал. Значит, он прекрасно понимает, кто такой Гетманцев. Вот и все. Еще обязательно оставить Министерство галузевых отраслей. Ну да, да. Ну я вижу, что вы шутите, потому что люди могут не понять. Друзья, ставим лайки, пожалуйста. Так, да, спонсоры это. Друзья, про Телеграм не забывайте, пожалуйста. Ну, если Инстаграм, это вообще будет супер. Окажется ли Путин в итоге за решеткой? Я в это не верю. Хотелось бы, но не верю. Юстиция, МВД, финансов и МИД. Ну да. А от медицины, образования это департаментов достаточно. Чув, що в деяких країнах є Міністерство щастя. Если его вести в Украине, то будет как и с культурой. Министерство культуры есть, а культуры нету. А так будет Министерство счастья, и счастья не будет. Министром счастья хорошим был бы Коля Тищенко, я думаю. Вы говорили, что евро в Украину можно интегрировать за полгода, по примеру Хорватии. Из последнего у них на это ушло 10 лет. Ну, что я вам могу сказать? Так и у людей в жизни. У кого-то что-то получается медленнее, у кого-то быстрее. Такое дело. Украина самая большая в Европе страна,
которая выстояла против России. Хорватия — это очень маленькая страна. Створити міністерство Таро та окультної діяльності, це точно. Во культура мене тревожит своим нахилом до тоталитаризму. Надо будет это разобрать. Как вы думаете, гениальное решение Гетманцева — это он сам или под чью-то диктовку? Я считаю, что он агент Российской Федерации. На полном серьезе. Я не верю, что человек может, как правильно сказал Себастьянович, кем он, кто он там, доктор наук экономических, быть доктором наук и не понимать, что он творит. Это только специально делается. Да, актив упал, актив упал. Денис, проскочила инфа, что в США занялись расследованием Байдена и его сынка. Как там по настроениям, может ли быть импичмент? Я в импичмент не верю. Смотрел разговор с Балашовым, я так и я, как и ты, не хочу долго ждать. Думаю, сейчас большая надежда на поколение 20-30 лет, которые до войны в большинстве своем аполитичны, но у Зеленского хороший маркетинг. Тогда уже вы и меня старым сделали, потому что мне 35. Нет, я тоже, я не собираюсь ничего ждать, и эти все вещи. Если я сейчас принимаю для себя мысль, тут знаете какой вопрос? Ты настроен реально что-то делать? Или, в принципе, ты развлекаешься, занял свою нишу, наблюдаешь со стороны? У меня такого нету. То есть, если я в это не верю, я этим не занимаюсь. Если бы я не верил в то, что я говорю, и я бы думал, что это будет в следующем поколении, то смысл мне сейчас вам эти стримы делать вообще, тратить на это время. И свое, и ваше. Денис, как вы думаете, стоит ли получать высшее образование в частных вузах в Украине? Если есть возможность, и если вы приняли для себя решение, в принципе, получать высшее образование, лучше это сделать хотя бы в Польше. Вот вам мое мнение. Хотя бы. Путин за решеткой — это мантра по типу развала России від Подоляка. Ну, конечно. Это когда нечего сказать по поводу того, как жить завтра, они будут рассказывать такую людям дичь. А если бы сейчас рядом со мной сидел Подоляк, он бы сказал: да про какое ты завтра хочешь слышать? Война в стране. Но, как показала жизнь, они там прекрасно все свои дела ведут, и война им не мешает. Байден что-то говорил про дефолт США. Они сейчас занимаются поднятием верхнего порога госдолга. Но в США действительно на грани ситуации, это правда. Денис, поверхностно, кто вам больше импонирует, Балашов или Себастьянович? Вообще не буду ни с кем никого сравнивать. Все разные, у всех свой характер, у всех свои там идеи и все остальное. Вообще не буду сравнивать. Я просто скажу, что я просто так на подкасты к себе не приглашаю. Это то, почему я Сейфоп не понял. Если бы я не уважал Доротича и его движение, я бы никогда не позвал бы его на подкаст. Или назвал бы это батл, дебаты, как я вот говорю Арестовичу. Давайте батл, давай дебаты. Гео Лерос, пожалуйста. Кто там еще хочет, без проблем. Вообще, все, кто хотят. Ну, только с кем хотя бы как-то есть о чем поговорить. Я с Чаплыгой тут пишу, я не представляю, с чем мне говорить с Чаплыгой. Да он никогда тоже на это не пойдет. Это ему надо уже до ручки допиться разве что. Гетманцев, Ермак, Гордон, ФСБ. Я думаю, что Гордон такой червь, что он там не только с ФСБ. Пишут, я разочаровался в Байдене, он оказался тюхтием. Ну, правильно, тюхтієм. Ну да, сонний Джо. Є сенс отримувати вищу освіту в країнах Прибалтики, Латвии, Литве, Эстонии. В Эстонии, да. Здравствуйте, Денис, 40 лет прожил в Америке, сейчас живу на 2 страны, вы молодец, удачи вам. Вам тут в Киеве дальше не хочу, 80% быдла, масса устала. На 2 страны это класс. И я, честно говоря, обалдел. Очень много людей встретил здесь, которые живут на 2 страны. Я даже не ожидал, вплоть до того, что люди, причем из России, но не рашисты, прямо в моем доме полгода здесь, полгода в России. И при том, что маленький ребенок, который все время школы вот так вот меняет. А у самого Подоляки брат в России, полковник ГРУ, клоуны. Я подтверждения этой информации не нашел, но очень сильно копал. Этой информации нет нигде, кроме украинской Википедии версии.
Підкаст з Юрієм Табахом може дати багато відповідей стосовно Трампа. Юрій живе в Штатах з 13 років, він дуже багато наводить прикладів, чому Трамп не зло. Да, ну Юрий, я вообще не могу вам сказать, это американец. Но что мне в нем нравится, он, наверное, со мной тоже во многом не согласен, в чем-то я с ним, наверное, не согласен. Он и мне в глаза это говорит, и своей аудитории, когда обо мне спрашивают, он говорит, что там Денис занимается там больше внутренними делами Украины. Я давно живу в Америке, я не в теме этих дел, я и не комментирую. Вот это очень правильно. И я бы так на его месте делал, я вам честно скажу. То есть это профессиональный военный американской армии. Он знает, о чем он говорит касательно армии. Он за Трампа, он гражданин США давно, у него есть свои аргументы, как у личности. Это очень правильно. Денис, скажіть, чому росіянин Фейгін дає поради Україні? Чому до нас не приїжджає Вікторія Спарс? Вікторія Спарс только недавно была в Украине. И на одной фотографии с Ермаком, кстати. Но Виктория Спарс скоро заканчивает политическую карьеру. Ну, по своему желанию. А про россиянина Фейгина даже не вопрос в том, что он россиянин. Хотя, да, это тоже так не очень пахнет. Я вообще не понимаю, почему Фейгин просто с биографией, на которой клейма негде ставить, вообще что-то рассказывает. Я вот это вообще не могу понять. Ладно, рассказывает. Что люди это слушают и всерьез воспринимают. Но думаете, это просто так, жил-был Фейгин? Ну, поверьте, что спецслужбы работают очень тонко и очень серьезно. Ну, не бывает просто так. А потом, я же делал это отдельное видео, а потом они в один пул сбиваются. Ну, думаете, случайно? Поставьте лайк, пожалуйста. В Словакии тоже нормально, но Польша лучше, мне кажется. Про вышку. Ваше отношение к каналу Исландия и ее ведущим Иванову Петрову. Два чмыря, которые... Петров давным-давно работает на офис президента. Беспринципные, глупые, и мне смешно даже о них говорить. А Олега Насобина нет, не знаю. Мой лучший друг сидел с Тищенко Колей за одним столом, рассказывал, какой он недалекий, глупый человек. Мне это все говорили, кто с ним общался. Я лично его не знаю. Тебе б, Денис, на годину в Верховну Раду, думаю, було б на що подивитися і послухати. Наверно. Не верю, что наш народ способен выбрать нужных людей для того, чтобы менять систему, но вам выражаю свое уважение, спасибо. Надо верить. Так, другие каналы, сори, не комментирую. Я комментирую только, например, могу тех, кого беру подкасты. Так, с кем, вернее, делаю подкасты? Не знаю, Зови Ахметов, не знаю, что там происходит. Как думаешь, Геолерос искренне за справедливость топит или корыстные цели? Недавно начал его смотреть. Я про этого Геолероса вопросы читаю каждую неделю, каждый стрим. Вы мне такой вопрос задаете. Да, честный парень за справедливость, который рисовал муралы, попал в Верховную Раду тоже, наверное, честно и справедливо. Не знаю, какими путями, может, вы знаете. И, конечно же, все эти документы ему случайно попадают. Все это только за справедливость. И на хлеб он тоже справедливость намазывает. Не в касі у Порошенка, 100%. Що ви думаєте про Яценюка? Мені він гидкий, але є в оточенні люди, які від нього в захваті. Не завжди знаходжу, що їм відповісти. Да вам лучше даже не спорить. Если для кого-то Яценюк это нормальный, не то что политик, человек, то лучше и не спорить тогда. Это значит, вы спорите с тем, кто вообще ноль. Ноль, ничего не понимает. Зачем вам это надо? Ну, то есть, я же вам говорю, вы никогда не переубедите парохобота, зелебота. И я этим не занимаюсь. Бессмысленно. В Естонії серед усіх пострадянських країн найвищий рівень життя. Это вопрос? Не, стоп. Страны Балтии — это очень бедные страны. Эстония среди них лидирует, да. Но это страны ЕС и НАТО. Гулял с семьей вчера в Киеве по набережной в Днепре. Это жуть. Все в бурьянах, вдоль гранитной набережной в воде камыши и вербы, гранит в граффити. В
какое раздолбанное село боксер превратил Киев. Это ужасно. А еще до войны у меня была такая информация, прям конкретно отчет я читал, в каком опасном состоянии вообще находится Днепр, как уровень воды падает, там целая история. Но проблема в том, что никому это не надо. Они все как бы приходят на время. Вы поменяли бы форму управления в городах, самоуправление, централизация, подчинение, распределение финансов, полная децентрализация, самоуправление. Фейгин сейчас ведет стрим с Арестовичем, но я выбираю тебя, Денис, ты лучший, ты за Украину. Спасибо большое. Стоит ли выезжать, если есть возможность, несмотря на то, что потом могут быть проблемы через это? Да, если вы это рассматриваете, но опять-таки я такие советы не могу давать людям, о которых я вообще ничего не знаю. Я только знаю одно: если власть пойдет на преследование тех мужчин, которые выехали нелегально, это будет просто, это не ошибка, это катастрофа будет для страны. Только полная амністія, не только за это. Чи може армія після війни мати вплив на політику, бо до цього армія у нас була номінальна? Маю на увазі бути військово-політичною силою, як мінти СБУ. Надо ваш вопрос разделять на две части. Вплыв на политику они по-любому будут иметь, потому что уже все целятся и вербуют себе военных в свои партии и предлагают деньги. Я это знаю точно. А второе я не понял. Я знаю только, что должны быть создана новая спецслужба, по примеру Моссада израильского. Чтобы на концерте у Кобзона оказались все, кто связан с сепаратизмом и с убийством украинца. Лерос понятно кто, но инфа у него очень интересная. Как думаете, кто ему подливает? Вы еще не поняли? Ну, я же рассказал уже сегодня 2 раза. Все, дальше не буду. Среди всех наших украинских президентов был самый нормальный. Не было самого нормального, был лучший из худших, на мой личный взгляд, конечно, Ющенко. Пальчевский собирался чистить Днепр. На чем? На катамаране? В фиолетовых шортах? Конечно, клон редкий. Как думаете, на Пригожина ставят как на потенциального преемника Путина российские элиты? Я в это не верю. Где брать деньги на образование в частных вузах, неполные семьи, безработица и т.д.? Вам для начала слушать надо мои видео и послушать видео про реформы. Так ГУР сейчас работает не хуже Моссада. В Америке, Татьяна Косяненко, я вернусь назад. Но если вы думаете, что ГУР работает не хуже Моссада, то вам надо больше почитать и послушать про Моссад. В Америке на высшее образование кредиты берут, и потом полжизни их отдают, если надо. Потому что хочешь хорошее образование, за него надо платить. Понимаете? Неполные семьи во всем мире. Безработицы никакой нет, это по-другому называется. То, що в Україні. Так. Хто задає питання про Фейгіна, досить нового його виразу про наших військових, які знущаються над полоненими рашистами, і для адекватної людини цього достатньо. Я это не слышал, но я не склонен хвалить украинское только, или украинцев только потому, что оно украинское или украинцы. Это называется лузерство и комплекс младшего брата. Есть объективность. Кто куда и выехал к юристам, я ничего не комментирую. 100% конструктив. Те, що Балашової не вистачає, тому, мабуть, за 11 років набрав 200 тисяч. А у нього на каком-то моменте просто-напросто потух YouTube-канал. Технически, я имею в виду. Летом выехал мужчина из Херсонской области через Крым. Считается легально. Я не юрист. Я не юрист, еще раз говорю. Що можете сказати про Гройсмана як прем'єр-міністра? Молодой, это просто уникально, когда молодой парень вел себя как закоренелый коммуняка, какой-то как будто бы это был Брежнев. Это настолько быть никаким, ни рыба, ни мясо, надо умудриться. Это, ну, фу, просто фу. Ничем не хуже, не лучше других. Денис, понятно, что бизнесом занят, потому что бабки нужны были, но каким образом пришли к транспортной компании? Ну, так оно получается. Изучаешь информацию, видишь и это. Я другое хочу сказать, что
чем у человека как бы меньше знаний и опыта, тем он смелее, потому что он не видит потенциальных преград. А когда у тебя опыт, ты уже видишь 100 преград, которые могут случиться, и можешь из этого тормозить. Такой парадокс есть. Потому я против читать много бизнес-литературы. Если вы предприниматель, чувствуете это, хотите заниматься, идешь и набиваешь свои шишки. Денис, а чому Вікторія Спарц йде з влади і по якому питанню вона була в Україні? Она идет, ну так она заявила, чтобы заниматься, у нее 2 взрослых дочки, которые будут поступать в следующем году, я так понимаю, или в следующем, наверное, заниматься семьей. И она йде не з влади, а з політики. Денис, нам искренне дороги ваши стримы, поэтому будем подстраиваться, слушать и распространять ваш канал. Просим вас не отчаиваться, люди запутались, устали, потеряли надежду. Я не отчаиваюсь. Я не отчаиваюсь, никогда такого не говорил. Вам спасибо. Денис, от долларов лучше избавиться. В чем храните деньги и как относитесь к крипте? А что это от долларов надо избавляться? Я никогда такого не говорил. К крипте отношусь хорошо, но как средство перевода денег. Не хранение и не инвестиции. Хотя есть люди, которые там зарабатывают. Я всегда делаю ремарку. В Норвегии тоже на образование берут кредит, но здесь очень хорошая формула погашения. Да, да. Потому я и говорю, когда я говорю про кредит на образование, например, внедрить это в Украине, я же не говорю, что это должно быть точно как в Америке, как и про страховую медицину. Я же не говорю, что прям калька с Америки или с Европы. Лучше можем сделать. Учесть весь негативный опыт, которого и сделать лучше. Инновационней, быстрее. И когда мне говорят, что это нереально, ну что тогда? Расскажите Илону Маску, что реально, что нереально. Друзья, я, извините, ну, я не хочу, чтобы вас обижать, я даже не буду зачитывать глупые вопросы. Кому, куда и зачем возвращаться? Нет. Неужели я похож на человека, который будет безответственно раздавать такие советы? Денис, вы поможете белорусам, если вас попросят? А каким образом я могу белорусам помочь? Вы расскажите, я сам не знаю просто. Денис, люди часто донатят в разные фонды, чтобы поддержать армию. Каким бы фондам вы бы дали предпочтение? Хочется знать точно, что деньги уходят по назначению и чьи-то карманы. Я не верю ни одному фонду в Украине. Ни одному. И я всегда лично помогал только на прямой счет ЗСУ и точечно пацанам на фронте, кого я знаю. И никакому фонду ни копейки никогда не дам и не дал. Денис, скажите, что вам больше всего нравится в Украине, что вы любите? Спасибо. Я в Украине люблю все, кроме государства. То есть страну, все, что там с этим связано. Я ненавижу государство. Так, какая была моя первая работа? Я в баскетбол играл до 26 лет, а потом сразу бизнесом стал заниматься. Я на работе, ну, можете считать баскетбол работой, я не знаю. Зарабатывают на крипте те, кто этому обучают, рекламируют разную дичь. И такие в большинстве своем, да. Так. Денис, это миф, что нельзя слушать рок-музыку. Почему это нельзя? Помогать лучше сразу напрямую, без посредников, командиру роты, например. Да. До свидания, досмотрю записи, завтра на работу. Спасибо большое, Денис, удачи и успеха. Сергей, вам тоже. Денис, какие у вас самые любимые города в Украине до войны? Киев, Черновцы. Поставьте лайк, друзья, пожалуйста. Чи знаете вы Юрия Спасокукоцкого? По-моему, это тренер по фитнесу. Фейгин — это русский Гордон как вариант. Не совсем то. В смысле, если США на грани дефолта, то от доллара лучше избавиться, например, на евро поменять, чтобы хранить деньги. А вы думаете, что если в США что случается, то Европа отдельно будет стоять? Это целая цепочка. И Европа очень от этого зависима. Добрый день, Денис. Как относитесь к людям, которые, живя во Львове, осуждают людей из Николаева, Днепра, якобы пророссийские, столкнуться с ситуацией? Хороший вопрос. Значит, смотрите, давайте будем заканчивать. Значит, только лайки поставьте. Если я понимаю, что вызывает раздражение, когда ты десятилетиями живешь в своем городе, тут появляются чужие люди,
Просто бывает, что эти переселенцы себя по-хамски некорректно ведут. Это один разговор. Это совсем другое. Но некорректно и по-хамски себя ведут и украиноязычные люди. Поэтому, зная, что такая тяжелая ситуация, что люди потеряли жилье и убегают от ракет, твои соотечественники с таким же паспортом, как у тебя, ты их гнобишь за это никуда не годится. Но переселенцам дам один совет, и в Киеве такого навалом. Не надо привозить с собой кусочек своего города в Киев или кусочек своего города во Львов или куда бы то ни было. Приехали с более мелкого города в Киев, надо себя вести соответствующим образом. Во Львов соответствующим образом. Но местные не должны за язык людей преследовать или там угнетать. Или что-то. Никто войну не звал сюда из этих людей. Да, я жил в Черновцах 2 года, играл там за местную баскетбольную команду. Помочь белорусам с реформами либо советами. Ну, вы даете. Меня что, спрашивает кто-то? Или Лукашенко будет реформы делать? Меня Украина интересует. Друзья, лайк, колокольчик, телеграм, спонсорство, пожалуйста. Инстаграм подписывайтесь, все ссылки в описании есть. Уже 2,5 часа засиделись. Всем спасибо. Кто не поставил лайк, перед выходом, пожалуйста, лайк поставьте. Это очень важно. И на следующей неделе много интересного. Ожидайте. Всем спасибо, пока.